Так, еще раз пробуем. Дубль 2. Ну что, запустился? Нет? Вроде запустился, да? Не знаю. Так, слышно? Нет? Ну, микрофон пишет, что нормально все. Сейчас попробуем в настройках еще раз зайти. Ну, вроде как бы звук есть. Раз, два, три. Раз, два, три. Не знаю уж, насколько хорошо. Но должен быть хороший звук. Раз, два, три. Раз, два, три. Зелененький мигает, но что-то как-то слабенько сегодня. Слабенько сегодня у нас уровнем. Что у нас сегодня с микрофонами сегодня происходит? Сегодня день такой просто. Лампочка горит, значит трансляция есть. В общем, не знаю. Посмотрим сейчас. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще раз попробуем спустить. У нас сегодня, видите, не очередное событие, но по какой-то причине сегодня у нас что-то как-то странно все происходит. Хотя пишет, что микрофон нормальный, чувствительность хорошая, все хорошо. Раз, два, три, раз, два, три. Но громкость почему-то, кстати, не сильно меняется, не знаю, с чем это связано. Надеюсь, что вы увидите. Ну, мы говорим сегодня про День учителя. Кто учитель? Главное, учитель жизни, это понятное дело. Поэтому посмотрим, что это будет. Я сейчас попробую перезагрузить. Что у нас там есть? Посмотреть, запущен или нет. Есть звук. Раз, два, три. Есть звук. Раз, два, три. Ну, вроде звук есть, так что вроде все нормально. Я запустил. Во всяком случае, получилось это. Вопросов много, по штативу было. Я уже, повторюсь, познакомился с интересным человеком, у которого канал про путешествия, в том числе канал про путешествия на велосипеде. Я подписался уже тоже. Интересный канал с тестами сумок, рюкзаков. Они путешествуют по России на велосипеде, причем интересные были видео про Байкал, про Дальний Восток. Здесь по Ленобласти. Ну, учитель, самое главное, это книга. Я уже говорил об этом. И в этой связи, как бы, у меня к вам вопрос, друзья, ответьте на него. Интересно ли будет ваше мнение, если я выпущу книгу по фотографии? У меня эта мысль была давно, я ее вынашивал уже много-много лет. Это мой стиль фотографии, как я вижу себе вообще саму фотографию, чем она близка к произведению искусства, да, чем она отличается или не отличается. Ну, или все-таки это календари. Я знаю, что многие продают календари, но я не люблю календари, потому что календарь, ну что там, посмотрел, выкинул, все. А книга все-таки это книга. Это главный учитель для меня и не только для многих людей, которые всю жизнь учатся. Книга самый главный учитель. Эту книгу мне подарил мой друг Сергей, он работает в Русском музее. Обращайтесь, кто поедет в Питер, друзья. У меня есть отличный человек, который знает не только множество языков, но и все, что касается искусства. Поэтому я у него консультируюсь частенько по различным видам искусства. Ну и он у меня тоже по своим вопросам. Поэтому День учителя, друзья, как ни странно, хотя все это трансформируется, меняется, но учиться никогда не поздно. А в сегодняшней ситуации, которая сейчас, учиться нужно постоянно, не только что там выпадать куда-то на год, на 2-3, а учиться нужно постоянно, всегда и везде. Ой, сегодня у нас солнышко наконец-таки вышло, но дубак уже, солнышко. Так вот, я говорил про конкурс Flickr, друзья. Замечательный конкурс, который только что прошел, World Photography Day, итоги были подведены на прошлой неделе. Совершенно фантастический был эксплор из 500 фотографий. Вы знаете, что туда отобрались из более чем 30 тысяч фотографий, из более чем... Вы лучше подсветим сейчас айпадом, вот пускай он будет вот таким ярким. Из более чем 30 тысяч работ были отобраны всего 500. Значит, в каждой категории 3 человека выиграли призы. Это были призы: трехлетняя подписка на профессиональную Flickr Pro аккаунт, который дает возможность работать с множеством сервисов, зарабатывать деньги на Flickr и, собственно говоря, продвигаться. Компания Flickr продвигает через ленту Explore то же самое.
Я уже говорил об этом, что больше 90% людей, которые попадают в Explore, это большинство с аккаунтами Pro. Так вот, 4 категории: Nature, архитектура или линии, people, люди, да, портреты, и что там еще было? Скажите. Стрита не было. Животные, да, животные. Фантастические фотографии животных. Особенно мне понравилась фотография там с енотами была. Но больше всего, конечно, зацепил главный победитель, общий победитель во всех категориях. Это спящие пчелы в цветке с фокус-стейкингом, с техникой, с удивительной возможностью увидеть, как работает человек. Причем все победители в основной своей массе это молодые фотографы или фотографы не очень сильно известные, в том числе вот человек, который победил в категории портрет, с портретом темнокожего человека, такой контрастный, интересный, но не в трупном формате, как я говорю, а в нормальном, красивом виде фото портрета, действительно выдающийся. Главный приз был камера компании Fuji, рюкзак от компании, лучший рюкзак от компании Peak Consult из их линейки, подписка Luminar, профессиональной программы, ну и трехлетка от Liquid. Почему я это говорил? Потому что действительно Explore сама по себе лента, она интересна, она учит фотографов, как стать фотографом, кто хочет научиться, да, и обратная связь очень глубокая, там в этой сети находятся только фотографы, которые увлечены, любители или профессионалы, поэтому вы сразу можете оценить ваши возможности, найти свой стиль. Почему я об этом говорю? Потому что мы говорим про фотографию сегодня, не только. Так вот, лента была действительно воодушевляющая. Я номинировал туда, можно было номинировать только одну работу в каждой категории, но я выбрал только 2 категории, это линия, архитектура, и основная категория, в которой я работаю, это landscape и nature. Да. В nature у меня была одна работа номинирована, я вам покажу сейчас ее на телефоне. Да, кстати, мне пишут по телеграмму, да, но телеграм, конечно, вещь хорошая. Да, значит, я отправил туда мою работу, которую я делал в 2016 году, в моей поездке на Крит. Это был в районе Закроса, это самое богатое на археологические находки место на острове Крит. В том числе и в этой же местности был найден фесский диск, недалеко это фест. Ну, как недалеко, ну, там ехать и ехать. Но Закрос меня поразил, как бы там действительно в этом месте и подводный город нашли потом позже. Я остановил машину, но уже на вершине Косогора, и увидел это дерево совершенно невероятной красоты. Дерево, которое... ну, там были кусты кое-какие, но контрастный свет контровой. У меня была с собой Sigma, моя любимая DP3M. И я сделал этот кадр, он долгое время лежал, я его обработал несколько лет назад, выставил, но, честно говоря, никакой реакции на него особо не было. Но я считал, что этот кадр все равно заслуживает внимания, как минимум, да, вот видите, так он выглядит. Конечно, смотреть его надо во фликере, в оригинале, одинокое дерево движется по горе. Я назвал Adventure, но Adventure Закрос более вряд ли. И вот эта фотография из 30 тысяч, в том числе, попала в ленту Explore. Я был рад, набрала уже там почти 12 тысяч просмотров, 200 лайков, куча комментариев, в разных группах ее забрали. Она в технике сепи, о котором, кстати, у меня видео было записано не одно, что это тренд последних многих, что-то с микрофоном опять какая-то беда, не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что опять работает встроенный микрофон, честно говоря, не знаю, что-то я кручу, но что-то как-то не очень крутится все. Сегодня день такой сегодня. Раз, два, три. Непонятно, какой микрофон работает. Так вот, каково же мое было удивление, да, что эта лента с утра просыпаюсь, 7 часов утра,
и проверяю, даже раньше, то есть какое-то время проверяю ленту, когда перезагружается Flickr, и обнаруживаю, что есть комментарии на эту работу. Да? Но, к моему удивлению, несмотря на то, что она достаточно высоко зашла, там, в первую сотню, через некоторое время Flickr добавляет мою вторую работу, которую я сделал в моей последней крайней поездке в Турцию. И целью этой поездки, я уже говорил, посмотрите мое видео, и, кстати, серия целое видео, это озеро Сальдо, Марсианское озеро, как я его назвал, да. И вот буквально вчера вечером я вывесил и в Инстаграме, и в своем Фликере очень интересную работу, по моему мнению, ракурс, который я нашел. Это уже было снято в золотой час. Я его, насколько я помню, будет видеть видео по поводу золотого часа. Так вот, ракурс марсианина, да, вот это место само по себе, крупным планом, таким видом, как будто там марсианин, с такой красотой. Да, напишите, кстати, что вы думаете по этому поводу, кто увидел этот ракурс и почувствовал. И с этой поездки Flickr добавляет еще одну работу в эту же ленту, собственно говоря, номинанта, да. И эта фотография, которая мне очень нравится. Там целая серия фотографий, когда я снимал вот эти овалы. Про овалы, кстати, у меня много было видео, как в моей стилистике овалы вписываются, как они позволяют самой системе Flickr продвигаться, позволяют продвигать пользователя. Так вот, фотография это, конечно, нужно смотреть ее на большом дисплее, да. Ну, я вам покажу ее даже в таком варианте, да. Здесь озеро, овал, замечательные облака прорисованы, все это снято со штатива. Но самое главное, что там три фигуры, которые вдалеке. У меня есть несколько вариантов. В данном случае две фигуры мужского пола вместе и женщина вдалеке в черном таком платье. У меня она называется на латыни «Dualitas salvo». Вот эту фотографию добавил сам Flickr. Не знаю по какой причине, хотя мы с Сергеем разбирали, что были такие, можно сказать, не глюки, а все-таки нейросеть начинает работать, и Flickr сам выбирает какие-то работы уже сам по своим принципам. Никаких тегов там особо не стояло, Nature, ВПД, а потом я их добавил. Но, тем не менее, это учитель Flickr, да, Flickr как система учителя на фотографии, она выбрала эту работу и запустила ее в тот же день на показ вот этих номинантов. Как ни странно, эта работа достаточно много набрала тоже просмотров, и она уверенно идет, я думаю, что, ну, как минимум на вторую позицию в моем общем числе моих работ, которые я делаю во Flickr. Уже почти 300 лайков на нее при 8 тысячах просмотров. К чему я это говорю? Значит, с начала этой недели, с конца прошлой, точнее, недели, буквально это на выходных, Flickr анонсировал новый конкурс, который называется «Геометрия фотографий». Да? Это связано с паттернами, с какими-то геометрическими фигурами, все, что вы вкладываете в понятие геометрии, которое в фотографии. Я настоятельно рекомендую людям поучаствовать, и новичкам, и те, кто профессионалы, потому что будет интересно, их много работ показано, также выйдет потом Explore с этими номинантами. Я тоже номинировал там порядка 4, количество работ не ограничено как таковое, у меня там порядка 4 работ это номинировал. 2 из них, кстати, номинированы из моих работ, которые я сделал на билографии, о которых у меня множество видео выпусков, то есть снято на iPhone, и 2 работы, которые сделаны на Sigma. Очень интересно будет посмотреть за результатом. Я уже посмотрел сейчас, если вы зайдете на площадку Flickr, в группу Flickr Social, да, там же, где проводилась предыдущая выставка, вы увидите огромное количество работ, которые уже туда добавлены, и многие из них, конечно, такие обычные, а некоторые вообще фантастически очень красивые. Поэтому рекомендую, друзья, рекомендую вам поучаствовать в этом процессе. Flickr геометрия фотографий, так и называется. Как ни странно, как у синхронии Юнга, да, можно сказать, самое лучшее видео, которое у меня по количеству просмотров, она как и называется «Геометрия фотографий». Да? Вы можете посмотреть его, оно, в принципе, такое спонтанное было, не знаю по каким причинам, его увязали с плоской землей, хотя там было название с плоской землей связано. Ну, как раз речь о том, что геометрические искажения, которые создаются
камерами, их линзами, они как раз являются неким таким ограничителем качества работы. И у меня была речь про то, что именно таким образом все это происходит. Ну что, звук улучшился, нет? Или я вот сейчас вытащу микрофон, посмотрим, как будет. Да, по-моему, то же самое, да? Да, что-то странно сегодня у нас какой-то... Ну, сейчас подключим. Подключим, сейчас сравним. Какие-то звуки непонятные. Не понимаю, что это за звук. Что это такое? Кто его издает? Вы слышите его? Я тоже его слышу. Вы слышите? Ну, это марсиане вошли в контакт, да, это очевидно. Очевидно, сальдо нам помогает. И когда эта фотография попала в эту ленту, я сразу сказал, что сальдо помогает, иначе как сальдо сама. Ну, там очень много интересных событий произошло со мной. Я уже рассказывал, наверное, про часы, да, которые не должны быть синхронизовываться на расстоянии 2000 километров. Но они там именно в этот день синхронизовались, и по часам, поэтому для меня тоже, скажем так, много всяких вопросов. Вообще, место удивительное, и я записывал уже не одно видео, буду еще записывать про него, про золотой час. Ну, в общем, посмотрите, что из этого выйдет, к чему это приведет. Слушайте, не знаю, что такое, я вытащу сейчас, уберу его. Третья попытка. Попытка номер 3. Будем использовать вот такую гарнитуру. Посмотрим, что будет. Что изменится из этого. Насколько... Раз, два, три. Ну что, получше? Нет? Так, играет? Нет? Работает? Ну, пока вроде все работает, не знаю. Индикатор у меня показывает, что все исправно, все работает, поэтому... Ну, вот третья попытка сегодня. Третья попытка учителей. Рефлекторный сегодня какой-то эфир у нас. Среду по средам, да, я сместил сегодня на понедельник. Почему? Потому что посчитаю, что День учителя надо как-то отметить. И вполне возможно, что кто-то зайдет на эфир. Я его сохраню. Предыдущий эфир придется удалить, потому что что-то пошло не так, как говорится. Сейчас я удалю этот эфир, потому что непонятно, что произошло, по каким причинам. Да. Ну, в общем, друзья, заходите на эфир. Я сейчас этот эфир предыдущий удалю, потому что, ну, что там пустое практически все. Надо его удалить. Удалить YouTube. Все, удалю. И надеюсь, что те, кто заходил, смотрел, они все-таки зайдут на эфир, который сейчас идет. Надеюсь, что все-таки это получится у меня сделать. Заодно поговорим. Давайте вопросы задавайте, друзья. Тут что-то я все разговариваю. Ну, я от вас вопросов в принципе уже получал достаточно много. Интересных вопросов, не очень интересных. Да, на любые отвечаем сегодня. Сегодня у нас такой расслабон. День учителя у нас сегодня. Да. У меня-то учителей, конечно, множество было. И по фотографии, и по другим дисциплинам. И каждый день я их встречаю. О, Сергей, привет, написал уже. Привет. Расскажи, я посмотрел сегодня твою работу черно-белую. Такое неоднозначное, темное такое. Стиль темный, черно-белый темный стиль. Что думаешь, Сергей, про новый конкурс геометрии фотографии, о котором я говорил? Действительно будет, наверное, бомбический, так же, как и предыдущий World Photography Day на Фликере, потому что, ну,
тема линий, паттернов, файн-арта, которым я занимаюсь, он там, конвой проходит яркой. Я думаю, что это будет очень интересно для людей, которые пробуют свои силы. Я знаю, что вот у меня за последние несколько дней пришло, особенно после вот этого участия в конкурсе, у меня там просто чуть ли не 100 человек, если больше, наверное, пришло совершенно новых людей, которые впервые там на Фликере, кому-то показываются мои старые работы. Я увидел совершенно новичков, которые только зашли туда, уже такие очумевшие, да, как говорится. Ну и заодно расскажи, что ты думаешь по поводу Фликера, по поводу про версии. У меня нет таких фотографий пока, да? Ну, слушай, тут же на самом деле, если ты заходишь в ленту, посмотри Flickr Social, где этот конкурс проводится, там выкладываются не только геометрические фигуры, там люди выкладывают и натурные какие-то вещи с необычными ракурсами, это тоже считается как паттерны. Ну, вспомни то же самое фото, видео с паттернами, например, пустыни, холмов, каких-то, подсказку вам говорю, там, растрескавшаяся земля, кому нравится снимать камни, какие-то рисунки камней. У меня, в принципе, множество таких работ, несмотря на то, что я такую природную геометрию очень люблю, технократическую она не очень люблю. Но, тем не менее, иногда получаются какие-то интересные вещи. Кстати, одна из работ, которую я номинировал, как бы сделана на iPhone, это работа, которую я сделал в аэропорту Анталии. Когда мы приземлились, я ждал, пока багаж свой, ну, там быстро все происходит. И что-то смотрю, как-то у меня боковым зрением что-то не то. Поднимаю глаза наверх, а там где-то метров 15 потолок такой, а там сверху стеклянный потолок. И там люди ходят, сквозь него ноги видно, так все матово сделано, красиво. Но у меня камера была далеко, поэтому я так не стал доставать ее. Взял iPhone, сфотографировал, выверил, как бы выставил там геометрию более-менее, да. Ну и вот получился такой арт, необычный, интересный, поэтому это тоже имеет отношение к паттернам, какому-то настроению. Вчера тоже фотографировал на iPhone, гулял там по старым местам. Специально не взял камеру, взял только телефон и посмотрел, что может получиться с айфоном. Поэтому можно использовать телефон, причем я вот Сергею как раз говорил, что у него тоже есть работа с телефона, с разных, да. Мне понравились и современные мобильные устройства, да, не только айфоны, там и Samsung, и там Motorola, там, и что только не снимали, и Nokia всякие разные. Старые. У меня, кстати, есть альбомы, кто не знает, старых вот этих низкого разрешения, там по 0,8 мегапикселя, 1 мегапиксель. Они тоже интересны сейчас, потому что там такое очень специфичное зерно, которое собирало вот эти камеры с первыми CMOS-матрицами, такими допотопными, можно сказать. Ну, отдельный разговор, конечно, про CCD-матрицы, которые были вот в старых версиях техники, кто пользуется такими. Этот рисунок, он, конечно, не сравним ни с Фавионом, ни с чем, он как бы стоит в стороне. Так что вот такие сегодня. Ну, а учитель кто? Учитель Фавионович сегодня в роли учителя не выступает, но я хочу от вас получить обратную связь, что для вас, кто главный учитель. Для меня лично жизнь, люди, которых я встречаю, какие-то книги, о которых я говорю, это главные учителя мои. Поэтому, ну и какие-то мои инсайты, как я говорю, да, как многие называют их. Два штатива покинули меня, друзья. Я посмотрел, у меня множество сейчас людей новых, которые пришли, интересовались. Может быть, это мой значок имеет значение тоже по штативам. И вот два штатива распрощались со мной. Поэтому есть еще два штатива, которые, кстати, ждут новых владельцев. Один из них – это Enduro, с которым я множество фотографий сделал. Это 214 AX, фантастический совершенно штатив из алюминия с покрытием, магний-алюминиевый, с изменением геометрии, тяжелый штатив. Я его отдаю с 3D-головкой, с высокоточной головкой технической. Если кому-то интересно, связывайтесь. Стоит на Авито, но можете написать мне в мессенджеры там, или в комментариях написать. Посмотрите, кому интересно. Может быть, кто-то ищет надежные штативы. Потому что я посмотрел то, что продается на вторичке, штативы, которые делают там известные компании. Ну, ценники за них просят даже на вторичке какие-то невероятные, но при том, что качество вот этих цанг, само изготовление несравнимо с эндуро. Почему? Ну, вы знаете, кто смотрел мои видео, знаете, что такое эндуро. И второй штатив – это с 3 ногами, очень жесткий штатив, он легче чуть-чуть. Без головки я его продаю.
Тоже алюминиевый штатив. Ну, а Кульман, да, Кульман ушел как раз. Да, благодаря Кульману, кстати, познакомился с новым блогером, который тоже снимает видео, снимает про походы, я уже говорил, упоминал его. Ссылку на канал размещу, друзья, посмотрите, может быть, кому-то интересно, кто велопробегами занимается. Мне зацепило то, что они для меня открыли, во-первых, видео я посмотрел, и, оказывается, у нас в Питере есть интересное ручное производство кастомных сумок из кордуры. Для велосипедов, для рюкзаки они шьют всякие специальные сумки под заказ с изменением текстуры. То есть я, честно говоря, искал, что должен кто-то быть кастомные вещи делать из кордуры именно, не из каких-то кожаных там вариантов, а именно с самых лучших материалов технологических. Но, оказывается, есть такое производство, и вот я оставлю ссылку, посмотрите его видео. Мне понравились сумки, которые они делают, и качество, и фурнитуру сразу видно, именитые компании, они используют и UKK, японский бренд, если вы не знаете, лучшие застежки, и еще один бренд, который делает фурнитуру, тоже известный. Так что вот, в этот поход у меня, кстати, я не брал с собой F-стоп, никакой F-стоп, только от него пришлось использовать мне вставку, расширенный вариант от моего большого среднего рюкзака Бруклин я использовал. Но сумку я брал специально Леви Про, вот эту сумку, которая с такими хитрыми ламелями, которая в жару вообще касается в одной точке. Именно из-за этих причин я брал ее. И могу сказать, что я записал про нее там, по-моему, несколько видео, это было больше года назад, их смотрят. Сумка – это первая версия, друзья, это не вторая, не третья, они сильно отличаются, хотя меня многие бы там будут уверять, что качество не изменилось, я не буду спорить, я видел и вторую, и третью серию, держал в руках, все это знаю. Поэтому у меня первая версия, сразу скажу, она отличается. Их можно найти, они доступны. Их можно найти. Ну что про учителей-то еще скажем сегодня? Какой фотоаппарат ваш главный учитель? Ну, у меня была эта смена 8, да, первый. Первый фотоаппарат, но не самый главный учитель. Самый главный учитель, конечно, это дальномерная камера Киев, которая практически копия Contax послевоенного. Мне досталось как раз, по-моему, 57 года. Удивительная камера. Сейчас, конечно, я бы новичкам не советовал ее покупать, кто знакомится с пленкой. Но в то время, после камеры «Зенит», которой я попользовался полгода, честно говоря, «Зенит» полная Г. Полная Г, друзья. После «Зенита», когда я перешел на дальномерный Contax, я стал снимать уже с длинными выдержками резкие кадры. Я стал получать картинку, которая мне нравилась, хотя я не особо любил портреты снимать, пейзажные фотографии. Ну и я оценил качество оптики, которое там по прошествии только многих лет я оценил то, что делал Юпитер в этой серии, потому что это все практически копии планаров, немецких объективов тех же самых. Юпитер разные варианты. Сейчас Юпитер 12, кстати, очень хороший объектив, который на вторичке продается и на зарубежных площадках. Есть его черная версия, очень интересная. Это широкоугольник такой. Очень интересно. Это практически копия Биотара. Кто не знает, что такое Zeiss Биотар, ну, удивительный объектив. И причем у меня есть хорошие знакомые, которые находятся вне России, которые сравнивали эти Zeiss Биотар с черной версией Красногорского, по-моему, Красногорск, по-моему, делал 12-го Юпитера, и они сказали, что разницу не увидели вообще никакой. Единственное, что сразу могу сказать, что кто будет ставить эти объективы, учитывайте, что все-таки разница с заднего рабочего отрезка оригинального контекста, с которого делался Киев, и самого Киева, она отличается немножко. Это, кстати, мне Виктор подсказал, но действительно это так. Но, тем не менее, бесконечность там тоже можно выставить, все можно сделать. Так что вот. Ну что, давайте о чем-нибудь поговорим интересно. Чем про фотографию-то? Все про фотографию. Все про фотографию. Нет, давайте про учителей. А то сегодня все нам говорят, что вот дистанционное обучение, только дистанционное обучение. Цифра рулит. Какая цифра рулит? 9, 6, 5, 1. Путешествие по Турции, друзья, познакомился с множеством фотографов с разных стран, которые мне попадались. Некоторые из них я даже запечатлел.
О, видите, даже закладка есть, большая картина. Интересные, конечно, были встречи. И разговаривая на тему, как люди спрашивают, чем работаешь, какой камерой, ну, кто-то интересуется. Ну, большинство вообще не знает, что Sigma выпускает камеры. Некоторые воодушевленно как бы спрашивали меня о том. Ну, и потом, когда уже обменивались инстаграмами, каналами, все остальное, ну, было интересно, конечно, посмотреть, в каких люди работают жанрах, какие техники используют. И кому интересно, друзья, ну, у меня есть вот, я пока не записывал еще, не собирал, точнее, видео про Памуккале. Я там был тоже весь практически день и следующее утро. То есть, ну, у меня получалось там практически сутки. Сутки на Сальде и сутки в Памуккале. И у меня там вечерние есть съемки. Там как раз интересный кадр, он уже у меня во фликере лежит. Хороший вопрос, сколько поездка в Турцию обошлась. Я тут думал над этим вопросом, может, записать видео, сколько фотографа обходится фотографии, да, если, например, я сделал порядка 1000 фотографий, ну, таких уже готовых работ, из них, ну, уже больше сотни я выложил, но я думаю, что где-то порядка 200 будет. Если поделить это на стоимость перелета, прибавить аренду машины, квартиры, пропитание, всего остального, то получается, что фотографии будут платиновые, золотые. Поэтому, ну, блогеры, которые, конечно, известные фотографы, они зарабатывают деньги на этом. Могу сказать, что они каким-то образом могут отбивать. Хотя тот же самый топовый блогер Томас Хиттон, он говорил об этом еще несколько лет назад, что вот поездка в Исландию, например, это достаточно дорогое. Хотя он рядом находится в Англии. Все равно это $1000, друзья, тысячи долларов. Чтобы это отбить, это нужно продавать множество фотографий больших форматов или какие-то курсы свои создавать. Поэтому фотографии это, можно сказать, больше образ жизни, во-первых. Но если, конечно, вы решитесь все-таки связать ее с профессиональной деятельностью, к чему Фавионыч и стремится, да, чтобы, скажем так, получить еще дополнительную какой-то приток средств, да, для того, чтобы дальше путешествовать и делать эти работы. Могу так сказать, билеты, я покупал отдельно билеты, билеты стоили в районе 50 тысяч рублей на двоих туда-обратно. Примерно столько же стоило жилье, мы брали, и примерно столько же, нет, не столько же, нет, машина меньше, машины я уже говорил. Но в результате, в любом случае, понятно, что многие скажут, что можно за 30 тысяч на 2 недели слетать, все включено. Да, такой отпуск, такой отдых меня интересовал. Это было когда мы первый раз ездили, в 2004 году. Сколько это было? 15 лет назад, когда я еще понимал, что первый раз за границу, как раз в Турцию ездил, что можно купить готовый тур, на все включено, и тебя там будут кормить, поить, по звездку ты будешь ходить там на кухню. Да, ну и, соответственно, ты там будут тебя куда-то возить, гиды, да. Но поскольку вы знаете, что у меня была трансляция «Турция без гидов» и отелей, да, то есть множество, уже не один год я путешествую без гидов и отелей, на свой страх и риск, как говорится, да. Но это немножко другой способ путешествия. Кто знает, кто путешествует самостоятельно, знает, о чем речь, да. Не обязательно на велосипеде это можно делать, это можно точно так же сделать самостоятельно, купить билет, забронировать гостиницу, благо сейчас огромное количество сервисов, там в нулевых, там в десятых это Airbnb появился, когда, я помню, мы ездили, тоже по Airbnb бронировали там в Германию. То есть Booking уже множество лет, да, но Booking сейчас, вы знаете, что эта комиссия достаточно большая, поэтому каждый сам решает, что ему проще. Он может просто забронировать на букинге жилье, да, и, собственно говоря, получить сразу готовый результат. Может на Airbnb от собственников, да, через посредников. Ну, а иногда можно просто зайти на Google карты, друзья. Если внимательно изучить, увеличить Google карты, посадить человечка на дорожку, то можно много чего увидеть, что там есть. Не буду подсказывать, пишите в комментариях, друзья. Что вы думаете? Что там можно увидеть? Что там можно найти? Да, в этом плане космическая съемка с
с космических аппаратов, она изменила все. И машинки, которые ездят, снимают улицы, тоже все изменили. Потому что вы можете искать ракурсы, уже не выходя из дома. То есть прежде чем отправляться куда-то, если вы знаете, что цель, например, у меня была Сальдо, я внимательно изучил расположение, форму, какие-то особенности рельефа, чтобы знать, куда мне ехать. Потому что если вы ограничены во времени, как я, да, то есть у вас есть там полдня, например, да, если вы с экскурсией понимаете, что вы должны эффективно за эти полдня вот эту площадь охватить. Если у вас есть автомобиль, то, соответственно, вы можете охватить ее больше площадь, можете вокруг объехать сами, в тех местах побывать, где сами хотите, где хотите увидеть то, что нету еще в интернете, да, то, что я делал. Найти место самое удивительное для того, чтобы получить доступ к вот этой закрытой зоне, да, то есть самые удобные часы, чтобы не тратить там на час еще пешком идти в это место, да. То есть это все, вот это когда вы в голове у вас это крутится, когда вы уже имеете опыт путешествий, знаете, какие локации вам нужны, то вы составляете. И посмотрел, кстати, на Амазоне книги продаются фотографов, и вот одна из книжек там была, ну, не очень известный фотограф, он как раз рассказывал, как постепенно, да, вот эти локации, как вообще осуществляется фототур, фотопутешествие. Если вы доверяете это какому-то уже человеку, который этим занимается, изучил вопрос, он знаком с местными, он знает, где можно остановиться, какие часы, какие особенности передвижения. Потому что одно дело, вы приезжаете, там приехали в Памуккале, там привезли вас на автобусе, да, ну и вы там видите, что там наверх там привезут вас, вы там посмотрите сверху, что-то поснимаете, там фотографии, которые миллиарды в прямом смысле уже в интернете есть. Соответственно, и вы не попадаете ни на утренний восход солнца, когда он светит прямо в косо с этими травертины, да, но затрагивает те места, тот, например, регион Памуккале, который вот я недавно выложил, ночную съемку, вечернюю съемку, с разных сторон свет. И вечернюю тоже они не застают, потому что они рано их увозят. Ну, не говоря о том, что там провести лишние там 2 часа в бассейне Клеопатры, как у нас это получилось, да, там просто барахтались там 2 часа в этом термальном источнике. Термальный источник, в принципе, Памуккале – это термальный источник. Поэтому если у вас есть уже свобода выбора, вы не привязаны никаким кухням, вы сами выбираете, когда вам есть, что есть, может быть, вообще не есть, может, вы там путешествуете. Я встречал людей, которые путешествуют в таких автомобилях, домах с Германии, там, с других стран. Очень интересно. Встречал людей с Украины, которые просто приехали на машине туда, да, прямо приехали туда, раз, и кто-то там в машине может спать, да, хотя там, если там действительно время ограничено, то 2-3 часа в таком энергетическом месте поспать более чем достаточно, потому что воздух прозрачный, чистый, и все хорошо. Кемпингов огромное количество. Я про них рассказываю, что кемпинги есть и современные, и везде есть вода, везде есть продукты, электричество, все, что нужно для этого. Поэтому, а если кто-то хочет с комфортом, как мы привыкли, то снимаем какое-то жилье. На месте всегда есть люди, частники, которые сдают жилье, и все это видно на всех картах, это не только в сервисах, на самих картах вы можете найти отели. Благо, в настройках Google все это есть, и на YouTube можете посмотреть мои ролики, можете других блогеров посмотреть, кто как, где останавливается. Я стараюсь в последнее время даже точки эти ставить, чтобы людям было интересно, вот эти локации, где позволяют получить дополнительно несколько часов времени, дополнительно плюс к вашим поездкам. По Питеру то же самое. У меня будет цикл, я сейчас как раз стратегию разрабатываю. По Питеру то же самое. Есть места интересные для остановки, есть места неудобные для остановки, да. Люди, которые первый раз в Питер приезжают, их могут поселить куда-нибудь на Просвещение там или еще в какой-нибудь район удаленный, да, откуда выбираться нужно очень долго, на метро или еще как-то. В поездке, например, в Риме мы селились в самом центре, наиболее близко к самым таким значимым местам, жили практически на Кампо-де-Фьоре рядом, практически в 2 минутах ходьбы. Поэтому в пешей доступности у нас были все самые замечательные места. Точно так же мои друзья, когда приезжают, например, с других стран, кого я знаю, останавливаются тоже в центре города, потому что это удобно. Вы вышли и, собственно говоря, пешочком все прошли. Если вы путешествуете, изучаете города. Если вы путешествуете, как я, вот эти удаленные какие-то регионы, связанные с пейзажной фотографией, то вы смотрите эти места. Мы, в принципе, когда ехали, тоже думали остановиться в Денизли.
Денизли – это большой город, он разросся за 15 лет. Когда я был последний раз в Памукале в 2004 году, это был небольшой городок, где там одна дорога проходила мимо, и в этот раз я, когда ехал на машине, я, честно говоря, когда с горы спускаешься, когда я увидел размеры этого города, я сначала не поверил, что такое возможно. Но оказывается, что за 15 лет туризма город разросся просто в несколько раз, он стал просто огромный. И вот, кому интересно, зайдите в мой фликер, я буквально там вчера-позавчера выложил ночные фотографии, так вот внизу вот этот маленький Памукале, который там помещается на площади, там, не знаю, там, даже не 1 квадратный километр, а полквадратного километра. А сзади там все в огнях, это все Денизли, огромный город, огроменный город. То есть там десятки, ну, 10, наверное, километров на 20, может быть, больше даже, с новыми районами. То есть понятно, что я когда ехал, я был уверен, что да-да, я в Денизли найду жилье, потому что там множество домов. В Мукале на тот момент, когда мы последний раз были, там было 2-3 гостиницы всего, работало. Но потом я познакомился, и кто смотрел мои видео про поездку вот на Бурдур, и на Бурдур, да? Ну где я, да, или это я уже напутал. В общем, где я познакомился с музыкантом. Так вот, музыкант этот, он как раз родился в Ешилово. Мы в Ешилово его и встретили. Это 2 города, которые находятся рядом с Сальдой. Один Ешилово, второй сама Сальда. И он мне рассказал, что вот если вы поедете по Мукалегу, да, я хочу поехать завтра, а он как раз оттуда. Он живет в Денизли, а родился в Сальде. Ну и, в общем, получилось так, что он сказал: а что вы не хотите сразу по Мукале? Так по Мукале, наверное, скорее всего, мест не будет, гостиниц. Нет, там гостиниц множество. Я так удивился. И когда мы приехали, мы буквально там поставили машину, я прошел пешком. Мы потратили полчаса, наверное, даже меньше. Вот эта улица, которая практически... Я хотел жить прямо с видом напротив, прямо ориентироваться, чтобы было минимум времени, чтобы выдвигаться. Все, через 20 минут мы нашли практически с самого начала, когда я увидел самое высокое здание, вот этот отель Сахин, так называемый, он оказался самым лучшим. Мы прошли, уже посмотрели остальные, посмотрели вглубь, но в результате в него вернулись, и вот вид, я соберу видео, как раз вид завтрака с 4-5 этажа, прямо на Травертино, утренний. Ну, вообще место, конечно, классное. Плюс они, конечно, сделали там новый парк внизу. Он был маленький, теперь его весь опрятный сделали, попустили там воду. В озере там куча уток, гусей этих, там сотни, да, которых кормили все. Ну, короче, место очень классное. Так что Памукале, друзья, вот на данный момент я считаю, что оно настолько улучшилось по сравнению с теми временами. Его очистили весь, гигантское количество раздевалок, электрический транспорт, кто слабо передвигается, там, ну, в общем, все, что для туризма. Да, ценник, конечно, стал совершенно другой, то есть на наши деньги вход только стоит 1000 рублей почти, и в Клеопатру тоже в районе 1000, да, то есть это не дешевое удовольствие, но если вы едете за такие расстояния, друзья, вы должны понимать, что в Питере в том же самом, вспомните, сколько стоит музей билеты, да, это далеко уже не как при Советском Союзе, там какие-то копейки все это стоило, нет, это совершенно другие деньги, поэтому, ну и вы, соответственно, получаете результат. Поэтому единственное, что мне не понравилось, и также и жителей я расспрашивал, почему нет было ночной подсветки, почему мы ночью шли там, спотыкаясь без света, лампочки выключены. Ну, это уже особенности сервиса, о которых, я думаю, что сейчас многие напишут, в том числе и я. И я думаю, что руководство изменит все это, потому что ночью идти там по тропе, которая не просвечена, да, ну, понятно, что там небольшое количество метров, вдалеке там все видно, но все равно это не очень комфортно. Ну, все это связано, скорее всего, как говорится, с пандемией, с тем, что мало людей стало ездить. В прошлом году сезон был провален практически, но в этом году сезон большой, много народу, и мы ехали в надежде на то, что приедем, там будет гигантское количество людей, все гостиницы будут заселены. Оказалось не так, оказалось, что номера есть, но в основном людей, конечно, заранее бронировали. Ну, вы знаете, я человек такой, любитель всяких экстремальных ощущений, в том числе необычных. Мы, в принципе, ничего не бронировали, я хотел сам найти и найти именно на месте. И последние годы путешествий как раз говорили о том, что это самый верный вывод, потому что когда вы ничего не планируете, происходят самые интересные вещи. Вот такой получилась поездка.
поэтому учителей я повстречал множество. Конечно, очень интересно было встретить местных поваров, кухню, да, которые мне какие-то секреты поведали, о которых я, конечно, соберу видео отдельно еще. Ну, буду постепенно все это выкладывать, сейчас не буду спешить, потому что все это в голове начинает когда складываться, что именно полезное для людей, которые отправятся туда путешествовать. И вот предыдущая трансляция, которую пришлось мне удалить. Почему? Потому что что-то с микрофоном произошло и с компьютером. Пора, наверное, менять микрофон, да. Нет, компьютер надо менять уже и телефон. Телефон, кстати, у меня зверский здесь в этих поездках пострадал. И в дождь он был. Я вчера как раз выложил такое небольшое видео про дождь сильной грозы. Мне там в комментариях, кстати, один подписчик написал, где фотографии. Фотографии во Фликере, друзья. Я буду, конечно, размещать на YouTube-канале какие-то часть фотографий, но вы понимаете, что оценить их на площадке YouTube качество фотографий достаточно сложно. Все-таки интереснее, когда посмотреть это в действительно высоком разрешении. Я как раз об этом писал в Инстаграме, мне там написали, что вот хорошая фотография по Мукале ночная, на закрытой я делал с карбонового штатива. Ну, там гусей, друзья, не посчитать, а разрешение настолько дикое, настолько высокое у этого фильтра и в сочетании с Сигмой, что там гусей, которые находятся на расстоянии там больше километра, их можно посчитать в озере, их там несколько сотен. Поэтому меня порадовало условия съемки, ну, за исключением ветра какого-то, который я старался как-то минимизировать своим весом. Но, тем не менее, вот какие-то интересные для стрит-фотографии получилась у меня целая серия. Я пока это постепенно ее выкладываю немножко. Со временем будет больше. Поэтому для тех, кто отправляется, не только не любит снимать пейзаж, но, например, любит стрит-фотографии, какой-то арт снимать, любая поездка дает возможность творчеству, простор и какие-то новые вещи для себя открыть. Поэтому это учитель, грубо говоря, сама камера, сама поездка. Отправляясь в путь, как говорится, самое главное сделать первый шаг. Ну, смысл этих видов искусства, как один говорил, да, в самом процессе, в самом путешествии. Так оно и есть, не только в музыке, не только в других направлениях тоже. Да, по поводу конкурса во Flickr могу сказать, что, друзья, участвуйте, кому интересно, кто хочет просто посмотреть со стороны, может зайти. Группа называется Flickr Social, социал уже анонсирована. Ну и через какое-то время увидим результаты вот этой геометрии фотографий, которую я упоминал уже, да. Флавионыч в эту поездку сидел дома, его заменяла Пуся. Она там путешествовала везде по всем, и в Бурдуре, и в Памукале, и в Анамуре. Анамур, кстати, друзья, совершенно невероятное вот это направление. Вообще Турция, конечно, та, которая не туристическая, направление Анамур, Мерсин, Адана, они не так развиты, хотя вот последние события, которые сейчас происходят, я потом только на карте увидел, оказывается, Аккую, это вот атомная станция, которую сейчас будет Россия строить, она уже строит ее на территории Турции, это первая атомная станция. И вот недавно в новостях было сказано, что будет еще строиться 2, то есть 3 станции будут атомных построены. В каких местах не назвали, но я думаю, что если они будут построены, то энергетические проблемы в Турции будут решены. Так вот, буквально там, когда мы отъезжали от Анамура, я там, не нарушая двойную сплошную, я решил проехать. Навигатор мне показал, что надо 2 километра вперед проехать вверх в гору. Я проехал вверх в гору, а потом вниз посмотрел, а там город какой-то красивый. И я такой, ничего себе, 2 километра отъехал от Анамура, а там какой-то город вдалеке. Видно, что там бухта, видно, что там пляж. Я такой, надо съездить. Время, в принципе, было, поскольку мы обратно в основном стараемся затемно вернуться, ну, ничего страшного, там, проскочим косогоры самые сложные, чтобы по темноте не ехать. Ну и заехали туда, вот Баяджи, вот этот город недалеко от Анамура, ближе к Мерсину. От него еще километров 20, я бы еще проехал, то, в принципе, приехал уже в Акую, вот этот, где строится эта атомная станция. Но мне там особо там и не интересно было. Мне было, конечно, интереснее бы в Намур съездить, потому что я знаю, что такой же древний город, я его видел несколько лет назад при съемках с дрона общества турецкое, которое занимается спортивными дронами, и там была съемка как раз вот этого старого города недалеко от Мерсина. До Мерсина ехать далеко. Автобус с Мерсина на Анталию едет 5 или 6 часов. Поэтому могу сказать, что на машине все равно это ехать даже от Алании, ну, туда мы ехали сколько, 2 часа, по-моему, да, до Намура.
даже больше, а до Мерсина еще бы 2 часа ехали. Поэтому это далековато. Но кто любит такие марш-броски по серпантинам, хотя дороги там приличные, я, в принципе, Мерсин, конечно, хотел съездить, потому что это огромный город гигантских размеров, и аэропорт, который будет сейчас построен в Мерсине, я думаю, что изменит вообще ситуацию с туризмом в Турции, если туризм будет развиваться. И вот это направление не охвачено, и, конечно, вот эти бухты, если вы смотрели мои видео про Мелоди, например, пляж, это дикая бухта такая. Потом мимо мы проезжали Голубая бухта, которая у других блогеров тоже есть, у Терентьева того же самого выпуски, других блогеров. Бухта, на которой я летал, Крал-Каю, которая находится недалеко от Мелоди, между Газипашой и вот Намором. Фантастическая бухта совершенно с аркой, и там древний это Нефелис, город, Нефелисис. Совершенно фантастическая история. Я, кстати, буквально вот пару дней назад во Фликере выложил фотографию с дрона со стороны моря этой бухты, так сделал такой ракурс, чтобы получить некое такое арт-пространство, арку, уходящую из моря в небо. Мне было очень интересно это построить, я уже вынашивал, как я смогу это сделать или нет, получится ли у меня найти такой ракурс. Ветер там, в принципе, не очень сильный, но что-то получилось, посмотрите, она хорошо зашла, ее люди смотрят, что-то даже интересное. И я там вкратце написал историю, которую взял из открытого источника турецкого по поводу истории этого места. Мне не удалось сюда наверх подняться, в прошлом году я там был. Ну, кто смотрел мое видео про Газипашу, там, конечно, я чуть кони там не двинул на это Крал-Каю, это Королевская бухта так называемая. Но там некое озеро. У меня будет сейчас, я думаю, что я смогу еще сделать, вытащить из видео фотографию, это сверху вид, такое закрытое озеро, как бы с аркой. Очень необычное место, честно говоря. Такие места являются учителями для фотографов, потому что в разное время суток, во-первых, они по-разному выглядят, с разных ракурсов, и там гигантское количество ракурсов можно найти. И, ну, кто любит снимать какие-то морские пейзажи, я люблю это делать, понимает, о чем речь, да. И вот как раз один из подписчиков спрашивал по поводу грозу, почему я не вывесил там фотографии. У меня есть там фотографии, черно-белые есть, цветные. Я вчера 2 фотографии выложил еще, съемки ночные, уже после захода солнца или там предзахода. Во время дождя ночные съемки со штатива. Там ветер, кстати, сильный был очень. Ну, что-то получилось, что-то не очень, да. Ну, постепенно буду, конечно, выкладывать все это. Все молчат. Где никого нет. Ну ладно, друзья, посмотрите в записи, ничего страшного, напишите комментарии. Я думаю, что День учителя все равно нужно отметить. Я не в том смысле, что где-то вот так отметить, а просто надо... Этот праздник всегда отмечали в школе, во всяком случае, когда я учился, и всегда поздравляли учителей. У меня есть любимые учителя, которые в школе, которые в институте, в институтах разных. Поэтому, ну, учителя по жизни, конечно, и, конечно, техника, какие-то предметы, которые тоже являются нашими учителями. Ну и места, конечно, места силы, места, люди, которые там живут, тоже. Я в этой поездке для себя много открыл с точки зрения кулинарии, какие-то необычные секреты. Рыбу, кстати, я вот не знаю, я не выложил пока видео, как я жарил рыбу. Ну вот в одном из лучших ресторанов Газипаша, в принципе, лучший, да, рыбный ресторан в самом центре города, мы туда несколько раз потом возвращались, я уже удивлялся, что раньше поездка в Газипаша, это было какое-то событие, там, как равнее экспедиции, да, 30, там, сколько там, 30 километров ехать с Алании. А в этой поездке мы там раз 5, наверное, были. Потому что, ну, когда уже ты едешь на 300 километров расстояние, у тебя 30 километров, это как сел, там, поехал на работу. И вот там меня узнали, там в прошлом году я тоже там был, в принципе, тем более какие-то отзывы были. И все-таки разговорившись с поваром, он меня тоже узнал второй раз, когда мы приехали. И я все-таки выведал секрет, почему такая вкусная рыба. Хотя никакой особой обвалки об этом кукурузной муки там они не делают, там обычные тоже нет, но вкус какой-то совершенно невероятный. Ну и повар все-таки сознался под пытками Фавионыча, что они используют курдючное сало даже для обжарки рыбы. Они смазывают решетки вот этим курдючным салом, и рыба приобретает такую корочку очень интересную, и вкус, никакой там запаха баранины, ничего нет абсолютно, там все это чистое, это не вонючее вот это баранье, что нам продают, да,
или там где-то вы видели, а это чистый, он запах имеет минимальный, но рыба придается очень интересная корочка, и она очень вкусная получается. И таких секретов я вот в этой поездке не один добыл. Так же, как вот будет видео про Кархана. Кстати, кто посмотрел видео, где вот я показываю вот это замечательное место, которое мы случайно обнаружили, там практически не было людей, но там было видно по затертости стульев и по количеству такой мебели старой, что там очень много людей вечером сидит. Мы там были днем. И вот там же я познакомился с музыкантом и с женщиной Кархана, которые одни из лучших работников пищепита, общепита, да, 16-го года в самой Сальде, в Ешилово. И вот она тоже мне открыла вот это поедание вот этого супа со специальным соусом, который они делают из чеснока. Ну, конечно, там много всяких интересных. В разных местах по-разному готовят еду. И та же самая дана, шашлык, да, или бурдур версия, да, и она сильно отличается. В разных регионах везде по-разному готовят, разные используют приправы. В некоторых местах, где я спрашивал вот этот соус, мне вообще не понимали, о чем я речь говорю. Приносили мне какие-то закуски, еще когда я спрашивал, я допытывался. Но, честно говоря, так же, как у нас в России, да, в разных регионах везде разные способы приготовления и разные какие-то дополнительные продукты к этому блюду подаются. Поэтому, ну, это по всему миру так. Но мне всегда это было интересно, какие-то особенности именно сочетания продуктов, несочетаемые. В данном случае и супы, и горячее, и какие-то напитки, которые тоже множество всяких интересных я попробовал. И, кстати, купил одну тут штуку в гипермаркете. Переводчика у меня лень было переводить. Ну, я посмотрел, она стоит в холодильнике вместе с соками. И такой купил ее. Думаю, сейчас приду вечерком, открою, попробую. Вот такого темно-свекольного цвета. Пришел домой, думаю, сейчас с мясцом хорошо поем. Открываю, делаю глоток, понимаю, что я пью какой-то уксус. Но она не может, она стояла не в уксусах, она стояла в отсеке с соками. Напишите, друзья, кто, может, знает, что это такое. Я потом стал изучать уже с переводчиком. Нашел даже видео на ютубе турка, который там запивает мясо этой штуковиной. Это, короче, какой-то напиток, который они делают из сиреневой моркови. Кто-нибудь знает, что такое сиреневая морковь? Ну, белые вы знаете, да, кто готовит плов в Узбекистане, в Таджикистане, кто меня смотрит с этих регионов, я знаю, что смотрит. Наверняка, ну, один из учителей, который меня в 90-х, когда работал на рынке, он меня научил, как готовить узбекский плов. И вот они, кстати, используют вот такую белую морковь, так называемую, да, у нас она по-другому называется. Так вот, в Турции есть фиолетовая, ее почему-то называют черной морковью, да, или фиолетовой, но она фиолетовая, она там, название, она фигурирует как черная морковь. Ну, напиток на самом деле очень специфичный. То, что там добавлен уксус, еще какие-то вещи, но я думал, что это какой-то соус-заправка, но оказалось, что они его пьют. И вот кто, если меня будет смотреть, кто знает, что это такое, напишите. Кто использовал такую штуковину, кто вообще пробовал алкоголь. Вы знаете, я в последнее время очень мало пью алкоголя. Были времена, когда в 90-х я употреблял очень много разных напитков, да, и как раз когда открылись границы после 80-х годов, и огромное количество напитков, которые мне были неизвестны, там виски всевозможные, ну, как неизвестно, их нельзя было купить просто в магазине. Ну, мартини мне очень нравился тогда, это в начале 90-х. Ну, а потом у меня было такое, после нескольких встреч с разными американцами, с европейцами, я познакомился с людьми, которые упоминали односолодовые виски. Я достаточно много лет как бы я так пристрастился. Но я не алкоголик, я пил так в меру всегда. Ну, какое-то время мне нравились какие-то вещи из виски. Но после поездки 2013 года я очень сильно изменил, после 2009 года практически полностью перешел на какие-то легкие вина, да. То есть и вот в 2013 году на Сицилии я попробовал удивительное вино, которое мне до сих пор нравится, которое я, если где-то я вижу, я его иногда покупаю. Это Карпено Малволти, это... Ну, итальянцы пьют его большими количествами. Это подвид шампанских вин, игристых вин итальянских, который делается определенным образом. Собирается он в регионе Вальдобьядене, в Питере, и в Москве, и в других городах. Ну, не везде можно купить его, но бывает. У них есть множество градаций этого вина разного уровня.
Ну, в Италии, честно говоря, там варьируется ценник от 2 до 15 евро, там максимум. Там, ну, от 2, 5, 8 примерно одинакового качества, они все хорошие. Под морепродукты я люблю это вино. Вообще красное вино, и могу сказать, что кавказские вина, и грузинские вина красные. Ну вот буквально там некоторое время назад мы нашли тут, у нас продавались, мне понравился Кензмараули. Тоже видов много же, знаете, да, и в ресторанах я покупал. Но вот какие-то варианты, какие виски стоит попробовать. Вы знаете, это так же, как я думаю, что с фотоаппаратами, да. Кто-то сидит на лейке и считает, что все остальное это как игрушки. А кому-то считает, что сапог, ну, Canon, да, то есть это как Canon, кто-то приверженец Никона, да, то есть для пейзажных фотографий. Поэтому виски, я могу рассказать историю, если вам интересно будет, одна из моих поездок в Турцию, это была командировка, где я познакомился с американцем, разработчиком акустических систем Definitive Technology, один из инженеров, и он, ну, я не знал, что это он, да, мы просто вечером встретились, пока там вся тусовка это приехала, и я слышу, что он иностранец, ну, никто к нему не подходит, русский, никто не общается. Ну, у меня английский хоть какой-то школьный был, я разговорились, ну, поговорили. Он мне не сказал, кто он, утром только узнал, когда уже на лекцию пришел. И разговаривались, он говорит, ну, может, что-то закажем? Я говорю, ну, давайте, а что? Я говорю, ну, в принципе, виски можно, виски, там был виски. И он мне начал рассказывать про виски. Я уже не помню, такое состояние там налокались, что он мне сказал, что, правда, на солодовой, да, и название вот этих шотландских вариантов, бурбонов, рассказал, такие длинные, что я говорю, я все равно это никогда не запомню. А в ресторане, где мы были, это, по-моему, в районе Истры, в Москве, под Москвой, там был только Black Label и, ну, Джек Дэниелс был. Ну, тогда мне казалось, что Джек Дэниелс – это хорошая вещь. Ну, честно говоря, через несколько дней один из разработчиков и главный, по-моему, инженер, владелец компании Straightwire, Стивен Хилл, такой любитель сигар, он принес, друг из Москвы, хороший, давно его не видел, принес Гленфидиш 18-летний. И была такая некая церемония, мне показали, как пьется этот напиток в горячих бокалах определенной формы. И вот мы там, кто там был? Стивен Хилл был, кстати, из компании класс С, по-моему, человек, он тут отказался пить. Кто-то еще, ну, много там всяких известных людей. Ну, в общем, Гленфидиш, да, я покупал, 12-летний. Могу сказать, что да, очень специфичная штука. Я ее впервые, на самом деле, увидел в фильме, который вам, друзья, рекомендую посмотреть, с Джеком Николсоном. Вообще актер гениальный, и все его фильмы стоит посмотреть. Так вот, в одном из фильмов, где он играет престарелого пенсионера, который решил переселиться на озеро, едет на это озеро на стареньком таком Исудзу, джипчик, и он употребляет в этом фильме исключительно Гленфидиш. Вот этот Глендифиш, Гленфидиш, я его по-разному называю. Вот интересно, да. Ну, тут я не советчик, как бы, что попробовать. У меня есть знакомые друзья, как-то гурманы там по виски, да, там есть люди, которые помешаны на этом. Могу сказать, что, ну, это, в принципе, что? Самогонка, которая выдерживается просто в дубовых бочках. Разные сорта дерева, так же, как в инструментах, да, разная выдержка, разные сорта винограда, ну и, собственно говоря, все. Нет, я говорю, с висками я уже завязал давно, так что вот. Алкогольная тема такая. Ну, не знаю, я не думаю, что это нужно обсуждать. Хотя многим кому-то нравятся это эксперименты. Я могу сказать, что на определенном уровне, когда вам не требуется уже алкоголь для того, чтобы войти в какое-то состояние, сосредоточение, там, прикоснуться к тета-волнам и кайфам, да, в принципе, алкоголь уже не нужен. На какой-то стадии, да, конечно, он необходим, потому что человек, может быть, не может как бы дойти таким образом, да, это некий такой все равно стимулятор, можно сказать. Ну, в хорошей компании, как говорится, да, в кино, как говорят, в хорошей компании, соки, газировки. Да, кстати, друзья, у меня, каюсь, я много-много лет, наверное, не пил всяких сладких напитков, как Кока-кола, Пепси-кола, тут что-то организм, видать, соскучился много-много лет, и я тут поездки покупал в железных банках, Кока-кола, он вкусная, кстати.
Вкус такой же сразу вспомнил, как мне отец покупал в 80-х годах, в 70-х годах, когда еще там эти были всякие валютные плавучие пароходики в Крыму. Или когда... Я помню, первый раз попробовал там пепси-колу зарубежную, о, кока-колу. Мне очень понравилось. Соки, да, я вчера как раз показывал, у меня вот в холодильнике стоит заготовка уже, имбирный лимонад, кстати, посмотрите мое видео, я его готовлю, и у меня сейчас вот такая заготовка имбирного лимонада, вот, это смесь лайма или лимона с медом и с имбирем. Потом это разводится водой, пьется. Могу сказать, что это суперская штука, энергетическая, и она от всякой заразы помогает и стимулирует очень хорошо. Самбука, да. Кстати, по поводу виски был вопрос, и я еще расскажу историю, какие интересные меня так сильно напитки, которые, изменили. Один из клиентов, которым я там делал систему, он подогнал мне японские виски. Кто-нибудь, может быть, пробовал в таком бутылке квадратной небольшого размера, такой, знаете, как такими, как медовые соты такие сделаны. Ну вот ответьте, кстати, на вопрос. Знаете этот виски? Сатори он называется. Насколько я помню, он называется сатори. Как и состояние, о котором пишут восточные религии, да, там в буддизме это по-другому называется, в православном это благодать, в других это все, в принципе, об одном и том же. Сатори – некое состояние человека, который входит в глубокое восприятие мира и некое такое озарение. Вот такой виски. Он мне понравился. Очень, очень мягкий виски, очень мягкий. Он недорогой виски, его можно купить в магазинах, он продается. Может быть, вы западете на этот японский виски. Может, кому-то понравится. По поводу газировок сложно сказать. Я пью много лет уже газированную воду, и если мне там все хорошо с финансами, я покупаю, хотя многие скажут, что это ерунда, мне нравится то, что делает, как называется, итальянская. Ой, в бутылках продают они. Все, вылетело из башки. Ёпарасоте. Сан-Пелегрино. Есть Сан-Бенедетто, в Европе она продается, и у нас, в принципе, и Сан-Пелегрино. Сан-Пелегрино мне больше нравится. Хотя, кстати, в Европе почему-то эти бутылки идут с пометками русского языка. И вот для меня всегда была загадка, то ли это какой-то русский миллиардер-владелец этого производства, потому что даже там на русском написано, то ли это какая-то технология, но, во всяком случае, эта вода мне нравилась всегда. Не Перье, не Вок, там другие какие-то, вот именно Сан-Пелегрино, почему-то мне эта вода заходит. Хотя, когда я путешествую, я стараюсь пробовать, конечно, местную воду. И вот если вы смотрели, я недавно делал такой обзор по Метро, магазинам Cash and Carry, который в Алании большой. В прошлом году я туда не попал. В этом году я цель поставил себе сделать карточку. У меня был сотовый телефон турецкий. И все, я сделал карточку, и мы пошли, и вот я сделал обзор, и как раз мы там смотрели воду и искали воду, которая меня очень сильно понравилась в поездке. Я в нескольких местах эту воду мне подавали. Газированная вода, газированный напиток. Я, кстати, упоминаю ее в этом видео, я забыл, как называется. Небольшие такие стеклянные бутылки. Так же, как в Греции, например, если вы покупаете воду, есть пластиковый вариант, а есть варианты в стекле. И я могу сказать, что они сильно отличаются. Так, в принципе, как и у нас то же самое. Да, вы написали, в принципе, про газировку то же самое, про Кока-Колу. Сырье, которое идет, разбавляется там на несколько сотен литров, да, из концентрата, из Китая, это одно. Сырье, которое идет на европейский, на американский рынок, это другое. Я об этом знаю, поэтому прекрасно понимаю, что это разные напитки. Да, я живу в России. Последний комментарий вообще не считаю нужным отвечать. Никак не отношусь. Я и сам есть. Так что вот. Мы сегодня про учителей говорим. Для кого-то, кстати, да, я встречал людей, для которых главный учитель – это алкоголь. Алкоголь. Помните, как в фильме этот говорил в бандитском Петербурге? У вас есть джин с тоником? И он им отвечал: я и сам джин. Вот примерно то же самое.
Тоник можно самому организовать, если ты сам джин. Ах. Ну что, друзья, осень. В нашем полушарии осень, но где-то весна. И вот у меня один из приятелей хороший живет в Чили, у них сейчас весна, поэтому у них сейчас другая фотография. Ну, а кто живет в экваториальных каких-то частях, там всегда вечное лето. Есть такой канал даже, вечное лето. Вечное лето. Что вот в жару такую пить? Хотя я знаю людей, у меня знакомые, которые в жару пьют водку, там, и встречал туристов, которые там в жару приезжают и бухают там в жару, потом говорят, что никуда идти не могут, в горы лезть там тем более, или еще куда-то там на какие-то съемки с утра встать. Поэтому... Ну, а есть люди, которые пьют, и ничего вообще не происходит, и пофиг абсолютно, и могут лазать, ползать потом сколько угодно. Да. Сейчас недавно показывали хороший фильм про время, он так и называется «Время». Валюта нового мира. В принципе, она и всегда была. Поэтому всегда время расставляет все приоритеты частенько, да, но и можно выйти за пределы времени. И об этом множество книг написано, и всяких средств для этого и техник есть. Поэтому время – это, собственно говоря, продукт ума человека, поэтому ни в коем мере его не надо воспринимать как некое отдельно существующее от человека. Хотя Эйнштейн писал об этом по-другому, но то, что он думал, если вы внимательно посмотрите, что он писал, что он говорил, он тоже в курсе был всего этого. Он прекрасно знал. Он тоже глубоко был человек, есть такой, знаете, верующий, есть религиозный, религар, есть такое латинское значение. Это все разные вещи. Это не просто какие-то надуманные теологические изыскания, да, а это реальность, которую ты можешь э, видеть, ощущать, и которая может являться частью тебя, вне зависимости от того, э, что ты, что ты говоришь про это, да, но ты это чувствуешь так или иначе. Спрашивает мистер Би, какая страна вам нравится, есть ли у вас большие финансы, куда стоит уезжать? Нет, если бы у меня были большие финансы, я не знаю, наверное, скорее всего, не надо было никуда уезжать, потому что можно постоянно находиться в разных местах. У меня были учителя, которые рассуждали именно таким образом, которых возможности не ограничены практически. Знакомые, приятели, можно их так назвать, которые говорили, что зарабатывать надо здесь, а когда ты будешь здесь зарабатывать много, то находиться ты сможешь в любом месте, в любое время. Да, по поводу «Матрицы 4» я слышал, и я читал интервью, что он согласился, главный герой, главный актер, играть в ней, и потому что сюжет действительно крутой. И я, почитав ту информацию, которая была в интернете, могу сказать, что да, это актуально, потому что мы живем как раз на смене вот этой реальности, ну, по-другому как называется. Хотя, если мое мнение, в принципе, не знаю, выскажите свое мнение, напишите. Я все-таки, когда год назад Переслегин все это разбирал, и были все возможные варианты, и сейчас я уже практически на 100% уверен, что мы скатываемся в архаику. Поэтому такие вещи, как фэнтези, такие вещи, как фильмов огромное количество, которые сейчас заново стали показывать по архаичным вот этим всяким обществам, это не просто так. Поэтому архаика, ну, это толкает нас в темные века. В этом плане есть преимущество у инженеров, а Иванович себя считает инженером, у меня есть инженерное образование не одно, что в каких-то отраслях нас не очень не любят, таких инженеров, которые могут задавать правильные вопросы и заниматься включением или выключением систем. Так вот, с другой стороны, ценность этих знаний, она будет изменена.
как минимум. Потому что в таких условиях, ну, кто смотрел «Безумного Макса», там, вот вчера показывали, там постоянно какие-то фильмы показывают даже на голубом экране, не говоря уже в интернете, да, где вы можете посмотреть все эти варианты с архаикой, где люди борются за воду, за чистую, ну, уже война началась за воду, вы знаете об этом, да, за еду, потому что количество людей увеличивается, посевные площади сокращаются, и я об этом говорил, что климатологи уже в открытом говорят, если раньше это была какая-то такая эзотерика или, грубо говоря, в конспирологии обвиняли, но от Солнца никуда не деться, и все данные в открытом доступе, что происходит на Солнце, что происходит с магнитосферой, почему контрастный климат – это уже реальность абсолютная, циклы 400-летние, которые подтвердили сейчас в Америке астрофизики, которые уже объяснили, почему такое происходит, почему просыпаются вулканы и все остальное. Ну, цикл Малдера, да, который 400-летний и прочее. Ну, об этом множество каналов есть, и вы это сейчас можете наблюдать в любой точке Земли. И вот с кем я переписываюсь, фотографии во Фликере я смотрю, те события, которые происходят. Ну, в Турции взять то же самое, да, возьмите. Там дождь в сентябре, там сумасшедшее падение температуры, вода, которой не было 1500 в Саудовской Аравии, высохшая вода, вот я вчера ходил в Лахту, она высохла полностью, там я проходил в тех местах, где никогда в сапогах даже не пройти было. Там все сухое, я пешком проходил. И это повсеместно, это не только в России, в Европе то же самое, осушенные озера, где-то количество вулканов, которые спали очень долго, да, то есть, ну, термин глобального потепления – это некая утка, связанная с тем, что, знаете, вот как можно с какой параллель сказать? Ну, давайте про глобальное потепление, да, то есть температура нагревает парниковый эффект, да, так называемый, да. Ну, парниковый эффект, если кто с математикой немножко дружит, может посчитать энергию при одной вспышке Солнца, например, и сравнить ее, например, с 1000 взорванных атомных бомб. Я вас уверяю, что эта энергия гораздо больше, чем 1000 атомных бомб. Поэтому вопросы о том, что человек является, скажем так, продуктом этого глобального потепления, это полная утка. Значит, что касается того, что потепление – это часть малого ледникового периода. И здесь можно спорить сколько угодно, но кто знаком с горными породами и изучал строение, да, там керны, их там засовывают в землю, потом вытаскивают в разных частях. В Питере у нас вечная мерзлота начинается на глубине 3 метра. Дальше там буришь, и все, там уже замерзший. Поэтому по строению вот этих кернов можно следить временные даты назад. По этим же, в принципе, всем картинкам создаются вот эти планы во времени. Так вот, там есть эти слои пепла, там есть слои, где говорится о том, что жизни не было, то есть, ну, как таковой есть нечего было, да, от чего все умирает. Так вот, малый ледниковый период уже подтверждено, эти циклы, это большие циклы, но мы вступаем в малый ледниковый период. Крючок для этого, ну, как, тает огромное количество льда, вы это знаете, да, но это мое личное мнение на тех данных, которые я нашел в интернете, и исходя из официальных источников, того же самого НАСА, но службы, да, и других источников. Лед тает, соответственно, огромное количество холодной воды выбрасывается в океан. Что дальше происходит? Дальше происходит изменение течений. Об этом уже говорят, вы знаете прекрасно, что температура уже изменилась в Англии, уже изменилась по Европе. И вот этот контрастный климат, который мы столкнулись в Питере в данном году, да, я на всю жизнь не помню, чтобы 2 месяца кондей не выключался на Питере. Это вообще нонсенс абсолютно, такая температура. Потом, соответственно, очень контрастная зима, то есть нету вот этих периодов весны и осени как таковых. Вот сейчас у нас тепло, а потом сразу резко будет холодно. Также в других местах, вот, где огромное количество воды выпадает, то есть вода никуда не девается, вы даже в школе учили, это круговорот воды в природе. Так вот, крючок, малое вот это потепление, которое лед выбрасывается, а потом резко все это холодает. И если вы внимательно будете изучать документальные фотографии, которые есть, 1800, там, 60-й год, там, посмотрите, там, конец 18-19 века, и фотографии все эти есть. Маленькие деревья, все, больших вообще нету. То есть есть фотографии, где, наоборот,
огромное количество фруктов, урожай, там, капусты, всего остального. То есть есть тучные года, да, и где, наоборот, вообще люди там ходили по замерзшей Темзе, все было замерзшее, лета не было. Я застал только одно лето, когда вот снег был в июне в Питере. Это был 80 какой-то год, я не помню. Ну, это такой вот маленький провал был, да. Сейчас мы приходим к тому, что вот этот вегетативный период, который позволяет всем растениям, благодаря которым мы живем, да, собирать урожай, если этот цикл сократится и вегетативный период будет 2-3 месяца или 2 месяца, то многие культуры просто не могут дать плоды. И по состоянию деревьев, вот я сегодня ходил, там рябину собирал, огромное количество рябины. Это по всех этих книжках везде написано, что это, ну, признак сильной зимы. Потому что деревья, они живут, у них время по-другому работает, поэтому они это чувствуют, и они готовятся к этой зиме. Соответственно, птицам дают больше корма. Вот, собственно говоря, каково мое мнение по этому поводу. Погода меняется, да. Многие считают, что это просто кажется, что меняется когда. Да, жена у меня есть. Она участвовала, кстати, в съемках, она помогала мне. И вот, кстати, съемки, которые были ночные, как раз она участвовала там иногда, когда я рулю, она снимает что-то. Не хочет она в кадр ходить. Но, честно говоря, я думаю, что, может быть, решится когда-нибудь сделать или канал, или поучаствовать в жизни моего канала, да. Да, детей нет. Так что вот, по поводу этого климата, всего остального, ну, здесь можно так, мы в этой данности живем, соответственно, нам с этим жить. Поэтому как жить, мы сами для себя решаем, соглашаться с ним нет. Кто-то переезжает, у меня там есть знакомые, которые уехали в другие страны, там не хотят возвращаться, есть, которые уехали, которые хотят возвратиться, поэтому то на самом деле сейчас это все проще пареной репы. То есть где там кто-то связывает с финансами, еще с кем-то. Это на самом деле только воля, больше никак. Если ты принял решение, ты собрался и уехал, даже если у тебя нет денег. У меня таких знакомых есть. Поэтому, что касается... ковид? Нет. Я переболел ковидом, скорее всего. Это был, я скажу, какой, ноябрь месяц 2019 года. По всем признакам, по всем то, что мне в больнице говорили, что они не знают, что это такое, ну, действительно тяжелое заболевание, респираторное, связано с температурой, это дышать тяжело, это нехватка кислорода, это такая вещь. Ну, я понимаю, о чем речь-то. Но эта тема сейчас, она табуируется, и на нее сейчас санкции возложены, на компанию YouTube в том числе. Любые обсуждения, что касается Company VID, как я называю ее, поэтому я это не хочу это обсуждать совершенно. Для меня это все абсолютно прозрачно, как для человека, который занимается построением систем много лет. Да, в Ютубе смотрю всяких разных интересных блогеров на разную тематику, в том числе по глобальному потеплению. Есть каналы американские, очень интересные, которые достаточно давно этим занимаются. Когда еще этот вопрос только далеко стоял, сейчас они уже, в принципе, рулят этим всем, потому что вся информация уже идет от них. Есть российские блогеры, которые интересные, смешные, есть более серьезные. Ну, так, по настроению, как говорится. Все по настроению, все по-хорошему. Иногда можно Реда 21 посмотреть, а иногда можно посмотреть что-то более серьезное, какие-нибудь исследования исторические, да. Понятно, что интернет и YouTube – это большая площадка множества мнений, но сейчас мы как раз сталкиваемся с цензурой, которая была много лет назад. Теперь это для меня, конечно, очень необычное ощущение возврата цензуры и всего остального. Ну, Хова дурак, конечно, да, что можно сказать. Надо быть дебилом, чтобы такое. Спеть, там еще что-то сделать. Поэтому здесь, ну, чего? Как говорится, как там говорят, да? Выронное слово обратно не вернешь. В назидание всем, кто считает, что мы живем в открытом мире, свободном и любимом. Но хорошая новость для тех, кто считает, что они правят всем. Есть хорошая, плохая новость для них. Они уже не управляют этим. Я повторяю слова сценария из «Бешеных псов» Тарантино. Там, правда, переводы разные были, но в одном из переводов русскоязычном было написано: контролировать они могут только одно – какой рукой задницу вытирать. Вот все, что они контролируют. Теперь они уже не контролируют ситуацию.
поскольку при создании системы, если вы знакомы с теорией систем, вы знаете, что на некотором уровне система начинает создавать собственные системы, и они выходят из-под контроля. Поэтому это уже процесс прошел, поэтому система уже не управляется человеком. Она управляет уже своим построением собственных систем. Хаймерес. Where are you from? Miris, do you remember me? Maybe. What do you think about Teachers' Day? Я не всех помню подписчиков и кто подписывался, но кто-то пишет мне, и в том числе и с разных языков. Я что-то понимаю, что-то я благодаря новым технологиям через переводчик все это можно сделать. Жалеть никого не нужно, мистер Би, потому что жалость – это такое чувство, которое позволяет человеку управлять, можно так сказать. А по поводу образования, вы знаете, у меня есть очень серьезные, хорошие друзья, люди, которые не имеют классического образования, академического, как его называют, да, но при этом я их называю мастерами дзен, потому что они от природы своем, они владеют неким знанием, да, которое его никак не вложишь, да. Ну, многие, наверное, понимают, о чем речь, да. Социализация общества, социализация человека, она, конечно, меняет его, делает его социальным животным, да, но много мы от этого, конечно, теряем. Я не приверженец того, что не надо какого-то образования, но образование существует разные способы получения, да. Это может быть от мастера к ученику, передача каких-то знаний, словесно, это может на примере, как я всегда инженерная школа моя, например, это на своем примере что-то показывать и объяснять людям, что можно, что нельзя, и что получается, да, так же, как вы на велосипеде учитесь, да, вы пока не падать не начнете, не научитесь, или в яхту, когда вы там начинаете водить, там, или там под парусом выходить, когда вы понимаете, что тормозов нет, вы понимаете, что у вас только одно средство – это ветер, больше вы ничем управлять, вы только можете с помощью ветра управлять этим. Ну, автомобиль то же самое, пока вы не научитесь контролировать и чувствовать боковое зрение, да, которое должно вытеснить основное, ну, в принципе, вы не сможете ездить хорошо, уверенно и прогнозировать ситуации на много секунд вперед, да. Ну, со временем даже пассажиры могут этим научиться, если хорошо. Если к этому есть интерес, поэтому если есть интерес, то образование, оно приходит само, люди сами образовываются. И в 90-е годы, когда появился интернет, я считаю, это эволюционный сдвиг положительный. Никто не знал, что он приведет к вот таким последствиям, которые сейчас мы видим, да, цензурированно. Но, тем не менее, это был расцвет, потому что тот же самый диплом, который я писал по системам подобием, данных в России нет по этой тематике, не было, по моему направлению, по именно музыкальному. Поэтому мне пришлось брать в основную информацию это из англоязычных источников и немецких источников. Поэтому без интернета это было бы невозможно. Это был 97-й год. Сейчас ситуация настолько простая, что вы сейчас можете получить информацию не через какие-то месяцы, даже дни. А информация проходит практически ежесекундно в онлайне, то есть интерактивная информация. Интерактивный мир, в котором мы живем. Другое дело, что количество мусора, да, о котором я вчера тоже смотрел видео, вот этот цифровой мусор, цифровой шум, так называемый, да, который отвлекает человека и распыляет его внимание, не дает сосредоточиться на каких-то целях. Это, конечно, очень печально. И это похлеще любого алкоголя, потому что алкоголь распыляет ваше внимание, да, но здесь вы сталкиваетесь с тем, что ваш способ восприятия мира человека, да, не машины, он отличается от машинного. Я могу об этом говорить, поскольку я понимаю, как машинное обучение работает, участвую в каких-то экспериментах, но могу сказать, что есть грань, которую не пройти. И я завидую программистам, которые могут эту грань пройти. Это люди определенного склада ума, которые могут мыслить как машина, могут себя натренировать, получить какой-то опыт. Но это как в фотографии то же самое. Через какой-то опыт сначала вы учитесь на примере, а потом вы начинаете вырабатывать стиль, вы начинаете чувствовать систему, да, или чувствовать кадр, чувствовать обстановку, чувствовать свет. И это исходит не отсюда точно, абсолютно. Поэтому, да. Такой же вопрос задавали Тесла, Николе, многим великим ученым, которые считали себя нерелигиозными, да,
Я знаю, он отвечал, да. Так что вот, примерно так. Без веры человек не может существовать в социальном обществе, точно, абсолютно. Вообще, конечно, поездка и расширение границ в регионах нашей планеты, где есть не только как там, моноистические религии, разные способы, да, там мусульманство, буддизм, протестанство, православие, кого еще забыл, индуизм, сикхизм, вообще контакты с людьми, которые действительно являются носителями, да, как языка, да, являются практикующими в этих практиках, да, то есть он дает человеку много. Поэтому вопрос, каким путем человек идет, что он берет лучшего от тех или иных конфессий, да, как говорят, это вопрос сугубо человека внутри. Потому что все, что связано с какими-то... Это вопрос, кстати, Дню учителя очень актуален, потому что если вы даже смотрите или слушаете людей, которые чувствуете, что они знают, они владеют информацией, не то что информацией, но они владеют сутью явления, да, то есть они имеют опыт. Это, собственно говоря, связано с... Религиозный опыт, на самом деле, словосочетание не очень хорошее. А вот опыт как таковой, да, то есть опыт, ну, такое слово русское, опыт, да, но в разных языках оно по-разному трактуется, да, то есть, ну, опыт имеется не просто опыт какой-то, когда вы там банки смешиваете, а вы получаете духовный опыт. Вы точно знаете, что это есть, потому что вы по косвенным признакам, и вы столкнулись с этим. Вы получили опыт. Опыт. Этот опыт вам не может заменить никакая книга, никакие, скажем так, учения, да, и Будда как раз в одном из трактатов говорил, что если вы меня встретите, убейте меня. И люди, которые не имеют опыта, да, они это будут воспринимать как что-то связанное с каким-то экстремизмом, еще с чем-то. То есть это люди, которые, ну, на плинтусном уровне восприятия находятся, они по-другому это не могут. Так же, как те вещи, которых писал там Серафим Саровский, там, не знаю, кого взять, там, Мирликийский Николай, да, Никола, который в русской традиции, это Николай Чудотворец, да, но я был в месте, где этот человек жил, в Демре, да, в мире, город мира, Турция. И когда вы читаете книги там в хорошем переводе или там в не очень, да, если вы там читали Упанишады, если вы там интересуетесь вообще этим знанием, да, высшим знанием, то вы увидите эти крупицы и будете их собирать. Вы поймете, что эти крупицы, они рассеяны по всем местам. И в людях вы эти крупицы можете собрать. И вы можете встретить на улице человека, который будет выглядеть очень необычно, может быть, как-то вызывающе или как-то вести себя не совсем, может быть, социализированно, но он вам может за минуту дать больше, чем вы там годами искали ответ. Это то, что у Дона Хуана в Кастанеде было написано про странников или про союзников. Он имел в виду, кто читал эту книгу. В других произведениях тоже эти есть, и у классиков это тоже есть, у Льва Толстого, у всех это есть. Поэтому если вы научитесь видеть эти явления, видеть этих людей, если они вам будут встречаться, то, соответственно, у вас и вопросы эти как-то сами собой, может быть, найдутся ответы. Или, скорее всего, наверное, вы будете больше вопросов задавать еще. Ведь в вопросе содержится ответ, как говорил один из великих. Это так и есть. Научитесь задавать вопросы и получите ответ. А он на самом деле в вопросе и содержится. Вот, видите, какая сегодня интересная тема День учителя. Фавионыч вот сидит, тут тоже учит всех своим красным кушаком японским. Не может никак поменять его.
Ну, куда отправится Фавионович в следующий раз, не знаю. Все само собой происходит, все случается само. Да, Мирис, а я не помню, кстати, Мирис. Не помню. Я не сомневаюсь, что система "Ютуба" изменится, и вот некий такой интерактив, который сейчас вы слушаете говорящую голову, да, и что-то пишете, это, конечно, не очень удобно. Конечно, интереснее, когда люди общаются непосредственно и что-то в диалоге, да, как в связи дуплекс и сиплекс, да. Симплекс на одной частоте, одно сообщение, а дуплекс – это в обе стороны, как говорится. Но иногда симплекс тоже полезен, потому что он не отвлекает говорящего от темы, да, он позволяет учителю что-то вещать. Хотя я себя таковым никогда не считал, но есть нечто, которое через меня может вещать. Да, конечно. Для меня любой человек, который вложил в меня то что-то, что я обязан ему, чисто долго, что ли. Да, есть, кстати, в некоторых частях нашего света является даром. Это вот я сталкивался с восточными людьми, которые в Питере тоже живут, в других местах. А, Не буду врать, Таджикистан, Узбекистан, но во всяком случае в этих местах гость является подарком от Всевышнего. И поначалу, когда тебе это говорят, это одно. Когда ты это чувствуешь и когда ты видишь свои отношения, ты понимаешь, насколько глубока у человека вера в это. Есть ли ученики, которые благодарили своего учителя после вложенных в него знаний? Вопрос, что такое благодарность? Понимаете, в чем дело? Есть такая фраза «благими намерениями вымощена дорога в ад». Поэтому по поводу благодарности это такая вещь, благодарю, да, благодарю. Что такое благо? Благо – это опять-таки слово, которое обозначает нечто высшее, то есть не связано с материальным. Это никак нельзя перенести на какие-то символы, какие-то обещания на бумажках написанные или еще что-то с нулями. А это благо какое-то. То есть это от слова благовесть, ну, благо. Я не филолог, но могу сказать, что тот способ восприятия, который я использую и который меня вложили, он позволяет чувствовать это, что благо. Вот есть это благо, а это не благо. Вот что-то есть благо, а что-то нет. Поэтому, может быть, для кого-то посчитает, что если ученик там что-то сделал злое учителю, учитель может посчитать, что это зло. Но в действительности это может произойти наоборот. Это может быть являться великим благом человек, который сделал зло. И, к сожалению, многие книжки, которые написаны давно, из-за того, что народы разошлись по разным языкам, переводы очень связаны, субъективные, да, с человеком, который делал. И в этом плане, конечно, передача из уст в уста, да, которая много лет существовала, без книгописей, да, и я знаю места, где, например, за книги до сих пор могут наказать очень сурово, вплоть до отбора жизни. В этом есть какая-то доля истины, поскольку искажается смысл. И задача как раз учителя таким образом передать знания, чтобы оно не было минимально искажено или оно было понято. Поэтому даже с теми же самыми переводами, начиная от Торы и заканчивая там, ну, чем угодно, абсолютно Библией, да, Новым Заветом, Ветхим Заветом, переводов огромное количество, и когда ты читаешь какие-то переводы не 20 века, а какие-то более ранние, ты понимаешь, что там вообще все по-другому написано. Хотя, вот, ну, это так же, как история, это переписывается регулярно, вопрос, какие источники. Ну, я думаю, что это все-таки к филологам и к переводчикам, потому что перевод – это вещь очень серьезная. И в моей специальности, например, переводы технические, есть один человек в России, который это может делать. Миловидов его зовут, фамилия. И консультанты, сами разработчики техники, они консультируются. И это не из-за того, что нет возможности найти, но нужно обладать очень большим, широким кругозором знаний, в том числе и в технике, чтобы грамотно делать перевод.
Классическим примером я могу перевести, ну, практически все переводы технические, которые в последнее время приходят на технику. И за время работы с техническими устройствами, последние там несколько, 20 лет, больше, могу сказать, что сколько казусов было, все вот эти истории с картинками, что на стиральных машинах нельзя кататься, что в них стирать нельзя кошек, там еще что-то. Это не просто так, это не шутки. Потому что из-за корявых переводов да, тут примеров очень много. Даже есть марки автомобилей, которые в других странах называются по-другому, как раз из-за того, что на этих языках это слово означает ругательство. Поэтому перевод вообще такая вещь, это очень сложная вещь. И переводчик должен знать языки, должен знать, что нельзя употреблять, что можно. Поэтому ну, я восхищаюсь людьми, которые были в 19 веке, когда люди знали, полиглоты знали там 20-30 языков, а любой человек на улице, который работал, знал там минимум 4-5. Поэтому это все зафиксировано, это все есть. Почему мы это утратили? Это как раз связано, я думаю, что даже не с гаджетами, которые там позволяют забыть человеку вообще, как думать, а именно с тем, что книги. Книги, конечно, расслабляют, и уже человек не может запоминать, как раньше, там, по 10 тысяч страниц, да, там, запоминали тексты легко абсолютно. Я помню в школе, что я запоминал, там, когда надо было что-то по памяти, я там мог, там, пару листов, ну, как бы 2-3 листа мог по памяти вспомнить и потом записать это, да. Сейчас я могу только вспомнить какие-то интересные фразы, которые мне действительно, ну, нравятся. А раньше это была норма абсолютно. Сейчас, к сожалению, мы тупеем, я имею в виду совокупная масса человечества. Если можно так использовать такое словосочетание. Ну, Невзоров я смотрел в 600 секундах, когда он там вылавливал трупаки в 90-х рядом, недалеко от места, где я живу. Ну, сложно. Это человек такой, он человек-система, можно сказать. У него есть свои тараканы, как у любого, да. Ну, журналистика вообще такая вещь. Я не считаю себя журналистом ни в коем мере и не собираюсь им быть, поэтому очень неблагодарная специальность. Хотя журналистов действительно талантливых, того же самого Пивоварова, можно выделить. Хотя, как это говорят, выделяют слизь, а я наказываю. Невзоров с лошадьми, он там много чего надумал, наделал, до сих пор его там вспоминают нелицеприятно. Да, поэтому не, ну, у каждого человека, понимаете, вообще талантливый человек, он всегда имеет каких-то тараканов. И если вы возьмете любого талантливого человека, гения, да, там, я говорю, там, у него всегда есть какие-то очень такие непонятные обычным людям какие-то склонности, да, там, какие-то невообразимые какие-то извращения, там, как некоторые считают, да. Но на самом деле человек талантливый, поэтому у него свой взгляд на мир. И мир восприятия людей, он отличается. Мы живем, по большому счету, в разных мирах, каждый. Вроде как бы мы находимся в общем мире, но это только кажущееся. Для человека, который еще не испытал опыта, кажущееся, что мы живем в одном мире. Мы живем абсолютно в разных мирах. И, как говорится профессор Савельев, мы живем с разными существами. То есть у них уровень у этих существ настолько отличный, именно он оперирует это с помощью, ну, как бы из-за того, что мозг разный по строению, разный по развитию, из эволюции, да. И мы действительно сталкиваемся с существами, которые внешне имеют 2 руки, 2 ноги, 2 головы и 5 отверстий, да, но при этом абсолютно разное восприятие настолько сильное, что когда ты одну фразу говоришь человеку, человек думает совершенно о другом. Ты ему начинаешь объяснять, а он не знает, что это такое, он даже и понятий таких. Поэтому чрезвычайно сложно человеку, которому там больше 50 лет, общаться с человеком, которому там 15 лет. Которому там 5 лет, ему проще. Которому 30 лет, он может вообще его не понять. Поэтому, но я всегда старался расширить грани восприятия. И понимаю, что мы живем с разными существами, с растениями, с чем угодно, с деревьями, да, с животными, с рыбами. Они все по-разному воспринимают реальность. Они все имеют чувства. У них есть органы, у каждого, которые воспринимают. Если мы не знаем об этих органах, если мы нам просто не объяснили, мы не воспринимаем, это не значит, что у них нету. Так же, как в одном хорошем было сказано, что если вы не верите в Бога, это не значит, что его нет. Хорошая фраза, я считаю. Поэтому, да.
Ну, по поводу Евгеники, от слова гены, да, и по поводу генетики, это вообще отдельная тема, я не хочу ее даже поднимать, потому что если внимательно изучить литературу по Евгенике и по генетике, то можно прийти к очень интересным выводам. Поэтому есть науки, которые... Наук много очень. У Файоныча есть наука тоже своя, фотография. Лист-н-вейв фотографии называется, наука восприятия. Поэтому есть гены, это такое, знаете, может так получиться, что пройдет какое-то время, и так же, как со стволовыми клетками, будет признано, что вся эта теория, она была надумана, и она не существует в реальности. Так же, как сейчас можно открыто говорить о, например, теории Нильса-Бора, да, от вращающихся шариках, которые вокруг ядра летают. Ну, я думаю, что вы можете написать в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я в школе еще, в принципе, все понимал. Если мы даже начнем смотреть людей, которые участвовали в создании квантовой физики, да, Макса Планка, да, там, Нильса Бора, там, Эйнштейна, Розена, Подольского и прочих, да, то я бы выделил, конечно, Гейзенберга, да, с его принципом неопределенности, да. Это реальность, с которой мы сталкиваемся. Мы действительно не можем измерить одновременно скорость и определить координаты частицы. Мы можем или это, или другое, и мы живем в этом мире. Также и в голограмме. То есть мы раньше, какое-то время назад, когда только видели эти эффекты, мы воспринимали их как какой-то фокус. А сейчас теория объясняет, что это уже структуры, в которых мы живем в голографической реальности. Мы в ней существуем. И с теми явлениями, с которыми мы сталкиваемся, в том числе смотря в телескоп и видя одинаковые абсолютно вселенные, да, мы можем говорить о том, что это существует. Если мы не можем это объяснить, как Эйнштейн предсказал появление черных дыр, да, но их через только какое-то время было обнаружено. Теория Кипа Торна, который участвовал в создании, в том числе, фильма «Интерстеллар», который, я считаю, один из лучших фильмов научных, а буквально проходит время, да, и мы этот «Интерстеллар» недавно посмотрели, да, и там показана Гаргантюа, вот эта форма черной дыры. И представляете, буквально в этом году, в 21-м, эта обсерватория обнаруживает этот объект. А на прошлой неделе вы могли во Фликере видеть в большом разрешении фотографию этого объекта, который показывает искривление, показывает вот эту сферу, да, черную дыру, этот объект, который преломляет гравитацию, да, и образует некие структуры вокруг, которые можно наблюдать. Но мы их наблюдаем в трехмерном измерении, о чем, в принципе, и фильм, да. И если погрузиться в эти все пространства, Калаби, Яу, все и прочее, да, то, что там Квиноч 10 лет назад делал, то можно обнаружить действительно какие-то очень интересные вещи. И мы живем действительно в многомерных системах. На разном уровне, когда мы увеличиваем, уменьшаем масштабы, мы с этими структурами можем сталкиваться. Мы можем видеть эффекты, которые они производят. Да? И оптика дает нам, фавион, о котором у меня канал, тоже дает возможность увидеть эти структуры. Какие-то дифракционные структуры, структуры, которые появляются кристаллические, да, вот эти. Ну, в общем, в эту тему, здесь это очень интересная тема, я интересуюсь очень много лет, и могу сказать, что астрономию, то, что убрали из школы, это, я считаю, преступление. То есть можно половину предмета просто выкинуть, оставить астрономию, оставить там, не знаю, танцы какие-нибудь для кого-то, да, а для кого-то оставить математику. И убрать кучу предметов, которые в советское время нафиг не нужны были, как обществоведение, еще там какие-то вещи, ненужные совершенно абсолютно. К этому, кстати, я отношу в том числе и историю классическую. Поэтому вот история, которая вот преподается последние, там, не знаю, там 50 лет, ой, я даже не знаю, у меня из-за этого тройка в аттестате, потому что я спорил со своим преподавателем истории и сказал, что это самый бесполезный предмет история. Вот реально нету предмета хуже, чем история. Потому что все остальное можно хоть как-то сделать субъективным или объективным, а историю вообще можно как угодно интерпретировать. Так что вот. Цель и есть сама жизнь. Об этом все религии говорят. Человек способен сжимать и расширять время, наполняя его событиями. Да, согласен, абсолютно. Ну, тоже верно, история не наука, это собрание мифов. Согласен, да.
Но тем не менее фотографии, например, те люди, которые решают, кому быть в науке фотографии в России, я слышал одного человека, который известный, что он правду говорит, что фотография без истории – это не фотография. И интересно в фотографии всегда история. Вне зависимости от того, это пейзажная фотография, это файн-арт фотография, это портрет, все что угодно. Там должна быть история. И подтверждение, вот лучшие фотографии, лучшие работы как раз того, что это история. Они могут быть просто какие-то даже геометрические фигуры иметь, но это история. И интересно, например, фотографов, преподавателей в том, что история должна быть, да. Ну, история, history – это все-таки, наверное, слово какое-то взаимствованное. Есть, наверное, более точное слово, которое говорит, да? Бытие. Может быть, по-другому. Да. Эфир сегодня затянулся. Уже 3 часа почти. Ну так все-таки ученик кто? И кто учитель? Когда-то я эту фразу очень люблю. Учитель приходит, когда ученик готов. Я эту фразу обожаю. Поэтому найти учителя, искать его, ждать его прихода, и в один прекрасный момент он внезапно, как молния, появляется, учитель, и дает какой-то ответ. Это и есть учитель. Это не тот, кто стоит у доски и пишет мелом какие-то формулы. Это немножко другое. А настоящий учитель, который оставляет глубокий слепок, след себя, да, в системе подобия ученика, это и есть учитель. Ну, а Достоевский считал и писал когда-то, что для того, чтобы понять ученика и позволить ему подняться на какой-то уровень, он должен сначала опуститься на тот же уровень, что ученик, а потом вместе с ним подниматься. Ну, это не дословно, это примерная интерпретация моя, но Достоевского я очень давно прочитал, после школы еще. Да, в шахматы я играл. Но я играл даже, на разряд я никакой не шел, потому что я понимал, что шахматы меня могут увести куда-то в другую сторону от того, чем я действительно интересовался. Но шахматы – это одно из самых, наверное, интересных занятий, я бы сказал, даже не игра, это математическая действительно головоломка, и это хорошая практика, абсолютно точно. Шахматы в школе, да, согласен, да. Ну, понимаете, у кого-то шахматы. Я, например, до сих пор не знаю, как играют в эту, как игру, восточную. Я все хотел нарды научиться, но пока, да, мне даже ученики показывали что-то. Но я знаю, что это должно произойти само собой. И в один прекрасный момент я тоже, может быть, начну играть в восточную игру какую-нибудь интересную. Хотя я тоже в игры играю всякие разные интересные. Мы сейчас тоже участвуем в игре. Но, вы знаете, игра интересна, в нее играют. Когда игра заканчивается, что, как говорил один, кубики убираются в коробку. Ну вот, друзья, что мы сегодня выяснили, да? Про алкоголь мы уже поговорили, про веры тоже разные, про шахматы поговорили. Фотопрофиль 71. У меня там сорвался эфир сегодня, не знаю, по каким-то... не случайно, вы знаете, что Фавионович случайности не верит с 6 лет. Сегодня у нас как-то тот эфир с тем значком у меня не удался. Микрофон один, второй, третий, все что-то отключалось, блокировалось. Нас блокируют, нас ограничивают, а мы запускаемся по новой. Ну, сегодня, видите, понедельничный какой-то у меня стрим. Хотя, конечно, он обычно среда по средам с Фавионовичем. Обычно среда по средам, кто знает. Но я пропустил, может быть, сейчас не часто буду делать эфиры. У меня все-таки какой-то материал после поездки остался. Множество еще надо собрать все воедино, приклеить какую-то историю к нему, прилепить, да? Да нет, это материал и есть сама история. Почему проект «Проба» и есть? Потому что это проба латинская. Мы пробуем, смотрим, нравится нам или нет. Единственный критерий нашей жизни – нравится или нет, и, соответственно, чем мы можем распоряжаться, это не только рукой, а выбор всегда делать. Делать его каждый миг, каждую секунду. Что для вас в друзьях важнее всего?
А вы знаете, настоящий друг, он на самом деле ничего не просит никогда. Верность, да, верность, да. Вера от слова верность, вера. Это все одни корень. И, кстати, 30 числа недавно был праздник "Вера, надежда, любовь". И есть у нее еще в православной, традиции, есть еще София, которая их всех объединяет. Поэтому если копать глубже, смотреть истоки всех этих имен и всех этих, скажем так, я даже не знаю, явлений, можно сказать, да, что можно, в принципе, найти ответы, почему вера, надежда, любовь, София. Но придется погрузиться очень глубоко в всякие архаичные знания, как их сейчас называют, или некоторые их считают конспирология. Это все наука. Наука ума, наука история, наука восприятия, система восприятия. Или среды, уйти в среды и сферы. То, что мы хотим сделать все, как человеки, как люди. И в этом нам, конечно, без учителя никак не обойтись. К сожалению, так называемые программы, которые сейчас называют искусственным интеллектом, они далеки от того, чтобы быть искусственным интеллектом. Ну, профессор Савельев все это, в принципе, рассказал уже не раз, что современные мощности этих суперсовременных процессоров, они не могут даже построить поведение плоского червя, как он говорит. Я согласен полностью, потому что те способы конфигурации, которые сейчас используются в этих машинах, они, конечно, плинтусного уровня. Это отстало все на 100 лет. Поэтому если все-таки будет создана машина, которая будет сделана по другим принципам, то тогда человечеству придется выбор делать очень жесткий. Как с этим жить и как без этого жить? Мы уже этот вызов делаем каждый день. Потому что все прилипли к гаджетам, все уже не могут, некоторые без Ютуба, как Фавионыч, жить. Некоторые вообще не могут без внимания. Россия настолько, что они не могут без гаджета. Я тоже, кстати, ставил всяких экспериментов множество, и полгода выключал все гаджеты, смотрел на эффекты, которые образуются, происходят с человеком. То, что эти устройства, да, конечно, меняют психику очень сильно. Хороший комментарий. Правда ли, что чем старше ты, больше понимаешь, что дружбы-то и не существует? Ну, это вот те фразы, которые, видите, вроде фраза сказана, да, или записана, но смысл у нее может быть настолько отличаться глобально, потому что человек с разным опытом, он видит, о чем вопрос. А некоторые будут воспринимать это, что это что-то неправильное. Для кого-то это будет неприемлемо по каким-то своим убеждениям, да. Поэтому, как там Шекспир, да? Полная фраза с игрой, вспомните. Обычно вспоминаю только половинки, да, как у Ленина тоже. Про кино. Вспоминаю только половинки фразы, а полную фразу почему-то никто не производит, потому что если полную фразу воспроизвести, то смысл вообще кардинально изменится. Да, так же и здесь, как бы, чем старше ты, тем больше понимаешь. Да. Мы абсолютно одинокие существа. Живем в разных мирах. Какая дружба, о чем вы говорите? Ты мне, я тебе. Человек человеку волк. Очень много, можно в список продолжить. Вон вчера показывали фильм «Джон Уик». Уж там же вообще какой-то просто сатанинское кино, можно сказать. А с другой стороны, если копнуть на уровень глубже, то можно увидеть что-то действительно очень интересное для тех людей, которые это записали и создали, и что-то показать хотели. Конечно, да. Поколение не просто так, и теория поколений, хотя я скептически отношусь к всякой номенклатурной системе, да, там поколение X, к которому я отношусь, Y, жесткие границы миллениум, дети Индиго, там, кто там еще, миллениалы, Z поколение, да,
То есть, ну, могу сказать, что да, конечно, они отличаются. И если раньше, скажем так, не было такого глобального разрыва, то сейчас из-за того, что мы пересекли вот эту грань, когда разрыв идет технологический, и появились поколения, которые не застали предыдущий технологический э, этап, можно так сказать, то происходит некое смещение восприятия очень сильное. И многие вещи очень тяжело понять людям, потому что если человек рожден уже с другими принципами восприятия мира, то их можно, конечно, сместить, их можно изучать, если ему это интересно, но полностью перейти на стадию восприятия этого мира ему будет тяжело. Это надо погрузиться очень сильно и изначально поменять полностью, переформировать его восприятие. А это делается, насколько я понимаю, в первые несколько лет после рождения. То есть 5 уже полностью, 5 лет человек уже полностью сформирован своим миром. Если там говорят, что в школе там что-то воспитывает, ну, да, она что-то вбивает в мозги, что-то там рассказывает, как надо быть, как нельзя. Но все восприятие строится гораздо раньше. Поэтому для меня, конечно, полная дикость, что та система образования, которая сейчас происходит по всему миру, не только в России, она везде разная. И то, что происходит события сейчас на Востоке, да, на Ближнем Востоке, так скажем, не уточняя, говорит о том, что некоторые с этим не согласны, что они хотят все поменять по-другому, вернуться опять в архаику. Поэтому менять они могут, конечно, но есть такое опасение у меня, что некоторые поколения потеряют свою актуальность. И недавно мне прислали очень интересную статью, где ведутся исследования о том, что некое поколение, да, которое вот между нами, между иксом и Z и миллениум, оно может потерять вообще всякий интерес общества и работу в том числе. И исследования были проведены, и как раз говорилось о том, что в возрасте от 45 до 60 в деньгах это выражалось. Сколько денег тратят эти люди, они составляют там чуть ли не 70% от всех остальных. А возраст, который сейчас 25-30, они даже 10%. При этом школа образования построена на именно, ну не образование, а школа потребления образования. Да? Она построена, и рекламные бюджеты построены на те люди, которые не тратят деньги. То есть они не готовы тратить такие деньги. Ну, по суммарному. Поэтому здесь очень много вопросов. Это социология, я не погружаюсь в социологию. Но какие-то исследования табличные, которые уже можно понимать, работают они или это просто купленные какие-то прогнозы, но вопросы задаются, потому что на самом деле с этим сталкиваешься, когда ты, например, ищешь какую-то одежду, да, ну, не такую одежду, а какую-то более такую приличную, то ты понимаешь, что вот, ну, вот она шьется, но покупать-то кто ее будет? Поэтому здесь очень много всяких интересных явлений происходит именно из-за того, что происходит некий разрыв поколений. И вторая реальность для меня тоже – это не загадка, да, я фантастикой интересуюсь с детства и понимаю, о чем речь, понимаю, почему люди загоняются туда, почему человек, который сидит подключенным как бы в шлеме, да, на выставке в Германии я видел компанию Siltec, которая сделала такое устройство, демонстрировала голографический звук именно со шлемом. Но человек действительно быстро превращается в овощ, и об этом в фильме снято, но сейчас это абсолютная реальность. И уже есть признаки того, что человек может очень быстро сойти с ума от того, что его лишат этого доступа в этот виртуальный мир. Он как бы теряется. Мы по событиям по всему миру можем наблюдать какие-то суицидальные всякие сцены с подростками, которые происходят на почве того, что они лишаются этого, да, потому что это мир их уже. Это их уже мир, они уже в этой реальности существуют. Да, еще один очень тяжелый вопрос. Вы сразу ответили на него первой фразой. Еще очень тяжелый вопрос. Ну, для кого-то этот вопрос очень легкий, я вас могу разуверить. Верите ли вы в любовь или же это просто симпатия, а потом, так сказать, прижились? Нет, конечно, это не симпатия. Симпатия – это не любовь. И для того, чтобы верить в любовь,
Можно верить в нее, конечно, да, читать про нее, но это так же, как попробовать Карпена Малволти и попытаться описать его вкус. Ну, так скажем, то же самое любовь. Если ты не испытал любовь, то ты никакими... Как ты можешь в нее верить? Ты можешь получить опыт или нет, и дальше сказать, любовь это или нет. Можете перестроить вопрос по-другому. Да. Нынешнее поколение хоть и ведет себя так, но оно очень умное, тянутся к технологиям. Если ум подразумевает тянуться к технологиям, то я такой человек, который тянулся к технологиям еще в 80-х годах. Я придумывал и создавал какие-то устройства, и можно сказать, что я умный человек, но могу сказать, что это не ум. Ум – это как раз один из самых страшных наших врагов, потому что ум постоянно человеку не дает возможности осознать себя, кто он является, чем человек, и вести себя, и воспринимать мир таким, как он есть. Поэтому ум – это не разум, можно так сказать. У англичан есть такое слово wisdom, да, мудрость, которая переводится, да, но он отличается от того, что говорят про ум, mind. Это разные вещи. Ну, а у нас то же самое. Ум и разум – это разные вещи. Так же, как и слышать и слушать. Я об этом всегда говорю. Особенно для людей, которые интересуются хай-фаем, хай-эндом серьезным. Одно дело слышать, а другое дело услышать. Слушать могут все. Каждый человек имеет два уха и может слушать. А услышать очень могут немногие. Так же, как увидеть и смотреть – это разные вещи. Ой, давайте скажу так. Прочитаю так. Как вы относитесь к стрелкам в школах? Я к ним не отношусь. Почему они совершают такие вещи? Не знаю. Я-то откуда знаю, что они совершают? Я такие вещи не совершаю. А, кстати, когда появился термин хайп, я тогда помню, это было, я не помню, сколько лет назад, 10-15, когда хайп, я сначала тоже думал, что такое хайп? Для нас было удивлением, что такое явление будет распространяться, да, ну, понты это можно сказать. Хайп, да. Хайп – это вещь, которая своей целью имеет какое-то сиюминутное. Живи одним днем, как вот показывали фильм недавно, «Время» там тоже. Живи одним днем. И время им давали на один день только. Дальше выключались. Хайп. Хайп. Ну, это тоже англоязычное слово, оно не русское, поэтому оно приживается, приживляют его, эти слова. Много таких слов, которые приживляют для того, чтобы исказить э, код русского языка. Поэтому понятно, что мы не можем этому воспротивиться. Почему? Потому что и в XIX веке были слова взаимствованы французские, всякие разные, и английский, и других языков. Мы имеем множество в нашем языке, поскольку у нас много народов, мы имеем множество всяких слов, которые уже даже не определим, с каких языков они пришли. Но важно не то, что откуда они пришли, а насколько они прижились, насколько они временные. Да? Ну, вот, пример, ну, давайте пример такой. Вы знаете, что такое магнитоскоп? Напишите, что такое магнитоскоп? Магнитоскоп – это магнитофон, так назывался. Когда его создали, первые магнитофоны на ленту, которые писали, они назывались магнитоскопами. Очень много слов, которые уже, они ушли. Так же, как и сами термины уходят, когда устройства уходят. Так же, как стереофонические вот эти деревянные штуки для просмотра стереофотографий 19 века, когда было огромное количество фотоаппаратов стереофонических, стереоскопических. Сейчас они никому не нужны, и люди смотрят, им показываешь, они не знают. Также, если вы ребенку, которому сейчас 5 лет, даете кассету аудио, да, ну, в интернете огромное количество роликов, что они там делают с этой кассетой. Или там когда-то давно я выкладывал фотографию, где молодой человек, маленький, в видеомагнитофон засовывает хлеб, как тостер.
Поэтому это как раз связано. И как раз человек как дикарь, да, когда его пускают в какие-то сакральные технологии, ну вот то, что мы видим сейчас на древних памятниках, да, когда дикарей пускают к инженерным устройствам, да, сложнейшим. Ну, и вот они пытаются своими приборами там что-то сделать, там дырку просверлить или еще что-то. У них мозгов просто нет, как это работает. Они не могут даже представить, что это звуковые системы, да. То есть они не понимают, как они работают, от чего, какие источники для того, чтобы привести в движение эту систему, да. Также и вот пройдет какое-то немного времени, и вы увидите людей, которые будут находить какие-то компьютеры там или еще что-то, телефоны какие-то. Они не знают, для чего это сделано, да. То есть вот я недавно показал человек, мой хороший друг Олег, машинку механическую для работы с кожей, да, то есть я когда посмотрел, ну, это гениальная штуковина, да, то есть или как какие-то приборы, которые были созданы там 100 лет назад, 200, высокотехнологичные устройства механические, да, ну, часы те же самые, там какие-то всякие механические приспособления, да, то есть люди смотрят и не понимают, для чего это. То есть я в музее в Ираклионе после поездки на Закрос, да, вот как фотография, которая вошла, кстати, на конкурс, я задал вопрос экскурсоводу. У меня эта фотография где-то есть во Фликере. Представьте себе тор, половинку тора из кальцита, да, ну, кальцит, твердая порода, как бы, ну, как базальт, да, который вообще не обрабатывается никак. С изменением формы, да, тор, с изменением сечения, вот такой полумесяц, да, с двумя отверстиями симметричными, да. Я спрашиваю сотрудницу музея, для чего эта вещь? Потому что то, что на табличке написано, ну вот, будете ржать сейчас, ну, вот, напишите свой комментарий. То есть вот это сложное кристаллическое, из кристалла сделанное, практически кристалл, да, сложной формы, тороидальный, да, с двумя отверстиями, это ребята в древности такую штуку точили, чтобы потом привесить себе на шею и ловить рыбу на глубине. Я ржал, там чуть ли по полу не катался. Потом фотографировал. Всякие интересные вещи. Ну, почему? Потому что наш уровень образования не позволяет даже представить, что существует технологически, да, ну, listen wave, да, слушать волны, да, то есть мы живем, как говорил Тесла, в мире волн, и, как он говорил, для познания Вселенной нужно узнать только три познать вещи. Это познать энергию, частоту и вибрацию. Это, в принципе, описывает все, в том числе и все религии. Так вот, все религиозные практики и все практики, начиная там от шаманов и заканчивая там песнопений, там чем угодно, связаны с этими тремя понятиями. Энергия, вибрация и частота. Если вы внимательно начнете изучать эти три основы, вы сможете познать практически все науки. Так вот, представьте себе человека, который делает вот такую сложную конфигурацию для того, чтобы нырнуть и поймать рыбу. Или фесский диск, который считали, что это просто какое-то послание, да, что это не механизм, который сделан, да, вращается в определенном месте, его там, потом уже нашли место, куда он вставляется. А сказали, что это вот послание просто какое-то. На круглой штуке написано, строго как бы симметрично сделано. То же самое люди будут говорить, когда они увидят, например, солнечные часы, когда это знание полностью прекратит существование, они не знают, как часы, как вкопав палку в песок, можно просто определить время. Или как вот посмотрите мое видео про борщ, да, где я рассказываю, что с помощью этой палки, любой, да, воткнув, можно определить, грубо говоря, где ты находишься на любом сферическом теле в нашей Вселенной, на любой планете, можешь определить координаты. Если у тебя есть еще хронометр, ты можешь определить вторую координату вращения. Но люди, которые не имеют этих знаний, они будут, они не поймут вообще, зачем это. Зачем эта палка нужна, зачем вообще смотреть на полярную звезду и знать, где она находится. Да? Ну, это просто лишнее знание, как они считают, и поэтому астрономию надо удалить. Конечно, удалить, потому что если вы узнаете, то вам не нужны будут помощники никакие. Вы сможете в любой точке определить, где вы находитесь, измерить расстояния любые, определить, где какой город, и знать, куда идти и какие вопросы задавать. Если у вас этих знаний нет, если вы тупой быдло, извиняюсь за выражение, вы дебил просто, который всовывает в себя информацию, любую гнилую, да, и выдает обратно там такую же фигню. Вы абсолютно управляемый механизм устройства, который потребляет и поглощает все. Вот ответ такой сегодня про учителей. Вот, собственно говоря. Поэтому образование – это тоже такое. Что такое образование? Новообразование, да, есть такое. От слова образ, наверное, все-таки, я думаю, образование. Мне так кажется, все-таки. Образ все-таки не связан с каким-то просто
каким-то воспроизведением в сетчатке палочек и колбочек. Что лучше, отдать ребенка в лучшую школу на 11 лет или набрать личного учителя и обучать ребенка дома? Очень тонкий вопрос. Если вы хотите получить просто человека, который получит какую-то информацию, получит какие-то навыки, то вы можете отдать его лично учителей, да. Но забудьте тогда про социализацию. Это равносильно держать человека в тепличных условиях, а потом вытащить на улицу, да. Что с ним будет? Ну, его побьют, он может превратиться в суицидального вот человека, который потом что-то натворит такое, то, что сейчас происходит. Это как раз из-за этого, да. Плюс к этому прибавьте то, что это все кормится еще плохой едой, дышится плохим воздухом и пьется плохой водой, да. И человек то, чем он питается, это не я сказал. Это нам очень много лет назад сказали, тысячелетий. Поэтому то же самое растение, чем ты его поливаешь, то и будет. Поэтому школы, коммуны. Есть отличный фильм, кстати, мне очень понравился он. Я его несколько раз посмотрел, его недавно показывали на одном из каналов, такой не очень популярных. «Солнцестояние», по-моему, называется. Первое впечатление, конечно, очень сильный трэшевый фильм про каких-то сектантов в Швеции. Действие происходит в Швеции. Но все это связано с таким славянским уклоном, можно сказать, как там некоторых римских всяких сказали бы, что это еретики. И сейчас многие считают. Но это на самом деле очень глубокий фильм, потому что там есть и символика, есть и, собственно говоря, очень интересное развертывание самого сценария, как это все грамотно сделано, и концовка, конечно, просто фантастическая. Поэтому я настоятельно рекомендую посмотреть, чтобы понимать, в том числе и образовательное, сложилось. Потому что все пазлы вот эти, когда вы складываете, может быть, конечно, сейчас рано утверждать, но все стремятся, конечно, какой-то найти оптимальный способ образования. Но нужно просто историю, наверное, посмотреть, и как это раньше было, как в какие-то времена семьи, деревья, да, деревня. Недавно, кстати, вот тоже показывали, фраза такая была интересная, что чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. Это на самом деле верно. Почему? Потому что деревня дает возможность вам вот эти местное образование, которым, в принципе, все сейчас идет постепенно. Вы эти тенденции сейчас увидите, друзья. Потому что вот эта локализация, сжатие на регионы, сжатие на какие-то локальные вот эти поселения, эта тенденция есть такая, и она будет в этом направлении шаги делаться. Поэтому закрытие вот этих границ, ограничений – это первая стадия. Потом дальше это все на уровне городов, я думаю, что и на уровне каких-то поселений в архаику. Оно имеет преимущества, имеет и недостатки. Другое дело, что это… Посмотрим, как это пройдет. Но то, что какой-то специализированный один учитель не сможет вам дать человека, способного мыслить широко, можно так сказать. Но по поводу жалко, да, вот жалко 11 лет, была такая история, помните, в одном из фильмов он говорил, что вот несправедливо. Человеку вот нужно все в возрасте там, ну, грубо говоря, от 12 до 18 все нужно, да. И вот была такая теория, и были такие концепты, когда все давалось в этом времени, а остальное дальше, после 40, там, человек начинал горбатиться на систему или там возвращать все. Потому что после какого-то времени тебе уже ничего не нужно, как говорится. Но при этом система построена наоборот. Выжать из тебя все максимально с возраста 16-40, дальше ты никому не нужен. Так вот, друзья, я тоже думал, что к этому все идет, но оказалось, исследования, которые в последнее время проведены, говорят об обратном. Появилось поколение, которое не умеет ничего создавать, я имею в виду. Оно может только потреблять. Оно появилось, и мы уже его полностью видим, его от начала до конца. Соответственно, система, которая была заточена на это поколение, и тот способ потребления изжили себя. И умные круги, умные люди, которые все это осознали и поняли, что дальше терпеть это нельзя. И запустили перезагрузку, как можно сказать.
Перезагрузка это будет в любом случае, вне зависимости от того, уже хотят или кто-то или не хочет, она в любом случае должна была произойти. Вопрос, каким способом, с какими жертвами, это уже открытый вопрос. Но то, что это происходит, мы являемся свидетелями этого. И фотография является документальным свидетелем этого. Поэтому я, друзья, вам призываю, кто интересуется фотографией, развивайте этот навык, потому что он позволит вам увидеть какие-то вещи. Кто не интересуется фотографией, читайте книжки, смотрите, слушайте музыку, путешествуйте по миру, если пока у вас такая возможность, изучайте памятники архитектуры, читайте и общайтесь с людьми, с носителями языка той местности, где вы. Вот, собственно говоря, почему в XIX веке люди отправлялись куда-то по Европам, да, учиться. Посмотреть, как люди живут. У нас страна большая, поэтому можно отправиться просто в другой регион, переехать туда, посмотреть, как в других местах люди живут и, может быть, что-то новое увидеть. Расширяйте свои горизонты. И настоящий учитель, он расширяет горизонты, не сужает их, а расширяет. После можно отдавать в лучший вуз без пропажи знаний. К сожалению, вы не правы. Причем, если раньше ты мог прогнозировать, что твои знания нужны по прошествии 10 лет, то я могу сказать, что сейчас твои знания не нужны по прошествии 1 года. Поэтому каждый год человек должен получать новые знания. И сейчас это уже никак не изменить, поскольку темпы, объемы продукции, информации и всего остального, они увеличились настолько, что мы получили вот этот разрыв. Когда знания, которые преподавались нам, например, в 80-х или там в 90-х, они сейчас абсолютно бесполезны. Это знания именно, я имею в виду. А если говорить о навыках, которые сейчас в основном прививают, просто как обезьяна, чтобы ты там мог переставлять что-то, да, или куда-то доставлять, или что-то выполнять, какие-то скрипты начитывать людям, чтобы они тебе такие же скрипты отвечали, то это вообще мусор. И вот опасность как раз в том, что люди, которые имеют вот такое образование, которые готовят их вот таких скриптовым людям, да, это люди, которые перечеркнуты. Они еще об этом не понимают, не знают, но через какое-то время осознание придет, что они не нужны никому абсолютно. И, ну, рано или поздно это придет все равно. Поэтому учите не получать знания, не получать навыки, а получать знания. Знания вам не дадут в каких-то школах, даже и в институтах, несмотря на то, что у меня есть высшее образование. Не дадут, потому что знания можно только получить самому, если ты жаждешь этих знаний. И ты будешь искать носителей знаний. А носители знаний – это всегда человек или мастер. Ну, а искусство, мастерство превосходной степени – это все связано, поэтому ищите мастеров в своем направлении. Поэтому выдающиеся люди, которые что-то научились, они искали ответы на вопросы, искали носителей, контактировали с ними, как-то получали от них. Это как цветок передается, да, Будда передавал, Макаш Япет. То есть передача цветка, то есть ты можешь передать, это невербально передается знание. Но рано или поздно человек включается и начинает уже искать это знание и идет по этому пути. Поэтому вот чего я всем вам желаю. Друзья, 2,5 часа мы здесь засели. Может быть, кто-то посмотрит этот сегодняшний бред Фавионыча, да? Нет, мы сегодня обсуждаем День учителя. Армия нужна обязательно, да. Как говорят, если не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую. Ну что, друзья, так что вот, записывайте, да, у меня тоже есть черная и красная книга, как у Карла Густава Юнга. Желаю вам всегда обладать и искать знания. Замечательно, приходите на канал, будет много всякого интересного. Приезжайте в Питер, я вам еще не такое покажу. Всем спасибо, друзья, с вами был Фавионыч. Пока, с Днем Учителя.